Че, поработаем, поработаем, поработаем. Поработаем, поработаем. Так. Угу. Угу. Окей. Ну что ж. Всем привет, кто подходит, кто смотрит. И так, у нас сегодня работа. Работа у нас следующего характера. Нужно сделать баннеры. Баннеры. Угу. Посмотрим на этот брендбук. Так. Вот. Так, давайте напишем. Угу. Так. Угу. Так. Ну, погнали. Охереть, там шрифтов много.
У них прям так. Паттерны. Так, давай-ка... Хотя, в принципе, ладно, пускай будут. Сайнборд. Вывеска. Так, давайте для начала, наверное, стоит... Итак, вывеска. Да, переведем все в метры. Так. Ширина 3,2 метра на 0,6. Так, это первое. Так, вывеска. Дальше у нас идут баннер номер 1. Раз, два. На 2. Угу. Так. Всего 9 позиций нужно сделать. Режим работы. Привет, Станислав. Че, пилишь в Годоте? Но моя конечная игра, она будет настольной игрой. Ну, как бы, типа как шашки, шахматы. Но потом уже будут другие проекты. Но нынешний проект, который вот этот вот хотим сделать, он крутой. На самом деле. Кажется, будет довольно-таки прикольная игра. Но вообще вот в обучении в Годоте там у нас прям крутая хрень творится. Тут я еще следую по этому, по обучающей теме, там все. И код тут немного похеренный, но тем не менее. Это вот буквально за один день было сделано. Это вот надо будет настроить. Тут анимацию другую подставлю. Анимацию ходьбы. Тут еще прыгать мы должны уметь. И тут мы еще получаем урон. Там прочее. Можно сделать survival. Пока это вот в процессе, пока вот это вот делается. Из этого, конечно, можно будет сделать что-то крутое в дальнейшем. Но это как-нибудь потом. Сейчас же мне нужно сосредоточиться на создании игры. Искут называется. Якутская игра, если что. Мы вот напрямую с создателем данного настольной игры работаем. Думаю, что будет офигенно. Товары для дома. Кажется, все есть практически. Так, это получается время работы. А почему выбрал Godot, а не какой-нибудь там Unity или что обычно выбирают? Вопрос хороший. И честно сказать, я изначально вообще начинал на Unity делать. Но потом... Почему я выбрал Godot? Потому что он вообще open source, чисто open source. На Unity ты еще реально должен что-то платить самому этому держателю движка и там прочее. Там какие-то обязанности были по этому поводу. Точно не помню. Там есть какие-то такие душные моменты, по-моему.
Ну а Godot, он просто берешь, на нем делаешь, и никаких обязательств как будто. Потом, во-вторых, такая штука, что на Godot для новичка вообще все очень хорошо сделано. Ну, то есть, там все очень интуитивно понятно. Прям годно. Код, казалось бы, типа у него свой язык и там прочее, и это должно было бы, наоборот, казаться... сработать как какой-то дополнительный порог для вхождения, но тем не менее. Он настолько простой, что охереть можно. Если ты хоть что-то вот, ну, хоть чуть-чуть понимаешь язык этого программирования, любой, то ты тут как бы начнешь разбираться. И реально просто достаточно смотреть какие-нибудь там эти видосики, обучающие по курсу Godot. Очень просто делать. Я, кстати, вот подобное видео не смотрел. Number 4 was sitting in my Twitter feed this past week and features a retro first-person shooter currently titled Cruel. The tweet itself has almost reached... Вот это вот сейчас, то, что ты видишь, вот это вот, это игра, сделанная на Godot. a million views and shows off some smooth gunplay, Выглядит a классно. great-looking kicking mechanic, and just absolute first-person mayhem. There doesn't seem to be a lot of information. Потом мы еще хотим сделать его, как бы, ту игру, которую мы сейчас сделаем. Это наш вообще первый проект. И, по сути, на разработке чисто я нахожусь. На данный момент. То, что Godot, ну, хорошо поддерживается как и для браузера, так и для мобильных игр. То есть у нас цель вот данной игры на браузер закинуть и на мобильную игру, на мобильное устройство. Ну да, я как-то пытался ее поговорить, он очень навороченный, много всего, с нуля въехать сложно. Ну да, я думал, все просто. Но нет, ты попробуй. Godot уроки веди просто на ютубе. Ты охереешь, насколько он простой. Глянь тот же видос, что и я, в плане обучения. Как он там назывался? Ну, просто Godot уроки я ввожу. И он буквально вот первый вот вышел. Godot, курс по Godot. Вот просто курс по Godot. Вот я вот по первому этому, ну, весь курс прошел. Вот прямо на стриме мы это делали все. Сразу уже получилась вполне себе такая прям годная игра, я бы сказал. Там просто добавить свои спрайты, там прочее, сделать какой-то сюжет. Там главное меню сделали, там прочее и так далее. Офигеть можно. Можно очень хорошо игру сделать, правда. Очень можно хорошо сделать. Попробуй влиться в эту тему. Ты удивишься тому, что ты способен создавать игру. Вот как бы. А что днем дропнул? Я на встречу с пацанами пошел. Родмап типа делай на фигме, все такое. Потом еще прогоняли игру, которую мы вот делать собираемся. Ну, встреча. Типа митап. В IT-парке. Так, что я хотел... Типа задание. Kind of like if Toy Story had a multiplayer deathmatch. The war is small as players fight one another with weapons like a toothpick launcher or firecrackers. Two teams fight each other to survive with up to 32 players competing. Arm yourself with what you can find on the map and turn the house into a war zone. You can wishlist Object Wars on Steam right now. Sometimes I come across a game that immediately grabs my attention with the visuals. Mechanic 8230 Escape from Ilgrat is one of those times. It borrows from the point-and-click game genre that was so popular in the early days of gaming.
It's the combination of hand-drawn 2D backdrops combined with stylized 3D characters and assets that breathe life into the game. And I think it highlights a strength of the Godot engine, the combination of 2D and 3D game elements. You play as a mechanic that must find his robot friend R02. Together, you'll unveil the secrets of the post-apocalyptic world of Bifrostia. The story sounds fascinating, with 2 mutant races, a city run by artificial intelligence, and a world dripping in retro futurism. Ок, посмотрю, спасибо. Тоже есть свои идейки по играм, но навороченность Unity останавливала. Просто впадло изучать эти пласты знаний, хотя в прошлом был программистом, делал довольно сложные проги. Вот реально попробуй, типа без какого-то этого поизучать Godot. Вот реально просто пройдись по ней. Она очень такая хорошая. А так Unity как будто бы, да, кажется таким. Но он тоже на самом деле как бы простой, но по сравнению с Godot, конечно, он намного сложнее, правда. You'll be solving environmental puzzles and minigames as you explore the world in the first episode of the series. You can play the demo right now on Steam. Welcome to Cassette Beasts. Let's go over some combat basics. At number 4 is a monster collecting game built in an open world RPG. In Cassette Beasts, you can find and collect monsters to use during turn-based battles. Combine any 2 monsters using the fusion system to create unique and powerful monsters. You come to a remote island inhabited by strange creatures that you can record using your trusty cassette tapes. With a deep battle system to master, you explore a rich world, solve puzzles, and locate dungeons. But you don't have to fight alone. Form friendships with a diverse cast of companions as you build a strong team. You can wishlist and play the demo right now on Steam. In Runa and the Chai Kuru Legacy, you must help the brave adventurer Runa uncover the mysteries buried deep in the ruins of an ancient civilization. Using gameplay elements from the classic era of 3D action-adventure games, you can explore a fantasy world inspired by South American locations, nature, and culture. You can wishlist it right now on Steam. Engine Roar is a hardcore race for survival on rusty, вот это прикольно. Post-apocalyptic wasteland. For adventure games, you can explore a fantasy world inspired by South American locations. Ну, это типа как как Zelda. And culture. You can wishlist it right now on Steam. Engine Roar is a hardcore race for survival on Работаем. Да. Post-apocalyptic wastelands. Race up to 6 как cars. это вы догадались? как? Championship or time trial mode. With car customization, explosions, and car damage, you'll need to use your wit and skill to survive, not just win. It features more than 20 tracks with day and night transitions, weather, and of course lots of ways to destroy your opponents. You can check it out on Steam. Сегодня вот встреча была тоже. Встретились, пообсуждали, что как вообще игру делать будем. Походу я ее один делать буду, ну в том плане, что чел, который вообще будет заниматься программированием и там прочим, я единственный, походу, человек. Создатель игры будет заниматься переводом с якутского на русский. Правила игры. Блин, может быть, вот так вот сделать? DevMar has demonstrated a number of high-quality 3D features in other work, including particle grass spawning and post-processing effects. You can follow more of their work on their YouTube channel. If you don't know, Road to Vostok is a hardcore, single-player survival FPS game set in a post-apocalyptic border zone in Finland. The game has drawn a massive following. Ну, там хз, как-то что-то вообще, жидко. Как бы Гриша, конечно, говорит, типа,
О, не говори там за всех и там прочее, но там ребята как будто бы не особо увлечены. Как будто бы... Мeh. Ну, я просто как бы говорю, что думаю, поэтому, может быть, конечно, прозвучит жестковато, но нет такое ощущение, что если и будут, ну, оставшиеся люди, которые утверждают, что вот давайте делать игру, то они подключатся конкретно только тогда, когда игра уже будет готова на 90%, типа, если не весь прототип, уже вся игра не будет готова. Гоночки напомнили X-машина. Кстати, да, я проходил ее на стриме. Крутая игра, на самом деле. Я ее проходил до конца. Довольно-таки интересная игра. Вообще повторить игру по типу X-машины довольно-таки хорошая идея на самом деле. Просто хороший какой-нибудь такой четкий такой вайб там добавить сюжетом прикольным. Ну нифига себе, игра выглядит довольно клево для open source движка, да. Причем я еще уверен, что, скорее всего, чуть ли не каждую игру делал, типа, разраб-одиночка. Ну, практически я в этом уверен. For an in-development game, gaining 25,000 followers on Twitter and over 90,000 subs on YouTube alone, with videos reaching hundreds. Они как хотели на готовый продукт прийти, а потом говорят, что они делали в данную игру. Ну, типа, да, походу. Не, ну, я думаю, в данном проекте мы конкретно укажем, типа, в титрах, кто участвовал в игре, там, прочее, и так далее, или нет. Вот и все. Hundreds of thousands of people. Как Road бы to так, Vostok наверное, is будет. made in Unity. Until a Ну, few days конкретно ago. в данной игре. Потом уже, да, в другие проекты будут, и там будем конкретно также указывать, кто участвовал в разработке, кто нет, и так далее. Вот разберемся с этой игрой, потом, скорее всего, приступим вот конкретно к созданию вот нашего проекта, который мы изначально хотели сделать. Я просто думаю, знаешь, что, как это будет? Я сейчас опыта, наберусь, прям нормально. Буду очень жестко херачить на Годоте. Уверенность прибавится, буду очень такой прям воодушевленный. И все. На изичах сделаем. The Да, я видел попытки делать моды для X-машин в плане допуска, но там такая установка этих модов тяжело, что капец. Ну да, так что как будто проще сделать саму, ну точнее новую игру, чем ставить эти моды. Ну тогда уж маршрутную карту делать нужно. Это да. Это да. Ну, пока образно. У нас идет вот этот первый проект, который мы сейчас сделаем. Это вот по типу шашек игра. Мне, кстати, Арчиман, создатель игры, дал пока погонять на это. Зря, наверное, сказал, подарил. Вообще дал поиграть настолку эту. Она у меня есть. Наверное, чуть позже покажу потом. Надо будет в нее сыграть с женой еще. Поиграть хочу в нее хорошенько. Я там кое-какие прикольные идеи задвигал по поводу того, как сделать эту игру еще увлекательнее, типа. Короче, чем игра забавная и прикольная? Тем, что... Ну, это по сути как шашки, короче, да? Но в ней еще есть игральная кость. D6. D6. Игральная кость. И ты ходишь на столько шагов, сколько выпадают у тебя по D6 кости. То есть вот юнитов передвигаешь. Не просто как в шашках, вот типа по диагонали или еще как там. Ну, то есть там 3 фигуры, и они все двигаются по-разному. И на самом деле все очень просто играется. Вот надо это дерьмо сделать по-быренькому. И эта игра будет вообще по-хорошему крутой. Реально.
это будет вообще... Ну, я что-то вот прям как будто бы уверен в его успехе, если честно. Как будто бы уверен в его успехе. Ну, вот что-то какая-то уверенность есть в этом. That they believe Gado will become the blunder of game. Я тогда подумал добавить карты с бафами, дебафами. Карты с бафами, дебафами. Но это все потом, скорее всего, с дополнением добавим. Сейчас главное по базовым правилам этой игры все сделать по-хорошему. Пока чисто базу закинем и окей. Так. Посмотреть, как это будет выглядеть. Ладно, типа так. Пускай пока так будет. Это вывеска. Так, это баннер. Основной цвет зеленый, да? Вот как будто бы она дохера маленькая. Это что, типа в сантиметрах? Что это за... Так. Где там картиночки? Картиночки. Так. Ну... Давайте-ка возьму одну фотографию. Ну, то есть тебе придется логику этой игры самому писать, но неплохая будет школа. Ну да. На самом деле, да. Там еще, короче, ну, много чего придумываем по этой игре. Но пока сначала базу закинуть, потом уже я внедрю туда режим игры, так сказать, с валютной системой, где ты кидаешь кость, и ты можешь ходить как бы, да, какие-то ходы делать. Или ты можешь пропустить свой ход, но вот это вот количество очков, которые тебе выпало на кости, добавить себе кошелек валюту. То есть, допустим, тебе выпадает 6, ты берешь себе 6 очков. Потом эти 6 очков ты можешь потратить на найм нового юнита, который появится у тебя на игровом поле. Или, ну, скажем, там, покупку точнее, ну, на покупку приемов. Там есть такие приемы, которые... их 3 штуки. Одна блокирует передвижение на поле. То есть ты ее ставишь, и на эту клетку ни одна фигура не может сходить. То есть им придется делать обход этой штуки, что тратятся ходы серьезные. Также есть мост, который ты ставишь, и благодаря чему ты как бы перескакиваешь через этот фигурку. То есть он как бы дает дополнительный ход. И есть последнее, это типа как щит, который защищает твоих ключевых главных юнитов, которые не должны быть съедены противником. То есть тут у тебя 4 ключевых юнита, типа в аналогии с шахматами, они типа как у тебя, 4 короля у тебя есть. Если они будут съедены, то все. ГГВП. Ты проигрываешь. Но этого можно избежать, если ты применишь этот самый прием, который дает неуязвимость твоему королю на один ход. То есть у тебя будет один ход фора. Карта, которая срежет наполовину сумму выпав на кубике.
Ну, кстати, хорошая идея. Если что-нибудь такое там будем добавлять. Ну, я понял. Типа как Inscription хочешь, я понял. Inscription. Ну, какая-то хрень с кожей, блин. Мне тут именно у правой ляхи какая-то прям... Типа не то чтобы сыпь, но... Кожа какая-то херня творится. Неприятно. These past few weeks, they feel satisfied with the 3D rendering even after trying Unreal and have already begun porting entire game systems to the engine at a very fast pace. It stands to show that Gato is very capable and that even more eyes will see what Gato can do going forward. So hold on to your seats, everyone. It's gonna get crazy. А еще самое забавное, что этот самый Godot, он улучшается. Раньше был Godot 3, сейчас уже 4. И он уже довольно-таки типа имбовый. Так, бестселлеры Some people think that games на Godot. Bestsellers. Ну, прикольно. Если игра станет популярна, потом придется ломать мозг, как закрыть абузы, которые по-любому найдут, как в том же Darkest Dungeon. Они только выпустят патч, игроки уже находят имба-билд. Ну, у нас тут... Ну, это как, знаешь, искать абузы в шахматах или в шашках. Я бы наебал этого парня, посмотрел бы, какой абуз он придумает в шашках или в шахматах. Как бы. Да. Some people think that games made in Gato are not popular enough to make actual money. But there are plenty of Gato games that have made some serious dough. These are the top 10 best-selling games made in the Gato engine. Number 10. Endoparasitic starts like most games do. Да, я эту игру много где видел, вот эта вот тема. With you having 3 limbs ripped off and having to move with 1 arm. Infected by a deadly parasite, you must save your research. По сути, survival horror. Drag yourself through the corridors of a secret research lab on a remote asteroid. Fight off mutated monsters and use various vaccines to stave off the parasite. Despite having lots to manage, everything can be done with the mouse. You only have 1 arm anyway. Solve puzzles, stay hidden, fight bosses, and most importantly, stay alive. Number 9. If you like your games with a mix of NAND gates and CPU architectures, then check out Turing Complete. Described as a way to learn how CPUs work, Turing Complete challenges you with a series of puzzles that guide you from the use of NAND gates to arithmetic, memory, and CPUs. Learn how if statements, loops, and functions work in assembly and hardware. Become a better game developer by playing a game. Number 8. Master your technique, execute flashy combos, and outsmart opponents across the world, frame by frame. In Yomi Hustle, you can choreograph epic fight scenes with friends online. Take control of an overpowered fighter and use the power of precognition to plan out every move. No training mode needed. Take on the world, battle in a fight to the death, or choreograph a dance of fists and blades. You must train the skill to read your opponent's mind before he can enter yours. Number 7. Luck Be a Landlord is a roguelike deck builder about using a slot machine to earn rent money and defeat capitalism. And though the game does not... Блин, вот эта игра, это пиздец. Чтобы вы знали, я эту игру играл. И данная игра, по сути, является причиной того, что я где-то не запускал, наверное, 5 или 4 стрима где-то. Вот, короче, данная игра является причиной того, что я не запускал где-то 4 или 5 стримов. Ну, примерно. Типа там, я не помню. Я, короче, вообще на все хуй забил и просто сидел и крутил вот эту игру. Довольно увлекательная игра.
contain any real-world currency gambling or microtransactions, you'll feel like you're in Vegas as you try to beat your landlord. With plenty of symbols and items, there are tons of interesting strategies to try. Test your luck with Luck Be a Landlord. Number 6. Slay hordes of terrifying monsters in this survival roguelite. Descend into the halls of torment, where the lords of the underworld await you. Treasures, magic trinkets, and a growing cast of heroes will grant you the power to vanquish the horrors from beyond. How long can you survive? Check out Halls of Torment on Steam. Number 5. In the case of the Golden Idol, you'll unveil a new detective experience where free thinking and investigation reign. Dive into 12 eerie deaths spanning 50 years, intricately linked. Piece together clues, form theories, and expose the shocking truth. Reconstruct scenes and deduce suspects, motives, and murder weapons. Delve into the enigma of the Golden Idol and the treachery surrounding it. Get ready for an immersive detective adventure like no other. Number 4. Welcome to Cassette Beasts. Let's go over some combat basics. At number 4 is a monster collecting game built in an open world RPG. In Cassette Beasts, you can find and collect monsters to use during turn-based battles. Combine any two monsters using the fusion system to create unique and powerful monsters. You've come to a remote island inhabited by strange creatures that you can record using your trusty cassette tapes. With a deep battle system to master, you'll explore a rich world, solve puzzles, and locate dungeons. But you don't have to fight alone. Form friendships with a diverse cast of companions as you build a strong team. You can wishlist and play the demo right now on Steam. Number 3. Fend against waves of alien attackers in this roguelike survival miner game. Dig for resources and choose from powerful upgrade paths, but manage your time wisely. Will you have enough time to go a little deeper in the Вот эта игра была сделана на Godot, и я играл в нее. Вот эта игра тоже крутая, жесть, она крутая. mine? Or should you go back and defend your dome from oncoming alien attackers? Да, Balance your Dome Keeper. defenses against air and ground attacks and Я думал, типа Unity, что-то такое. Я вообще не обращал take внимания, control реально. when needed to defeat the alien scum. You can buy Dome Keeper right Да, now да, да, on да, да. Steam. Number 2. Cruelty Squad is a tactical first-person shooter set Да ну нахуй, Cruelty Squad тоже на in the Godot. hardcore gig economy of Блин, так-то круто. Не, Cruelty Squad крутая игра на самом деле. corporate liquidations. You're an emotionally dead, Очень combat прикольно. substance-fueled grunt of Cruelty Squad, a depraved subsidiary company tasked with performing wet works for its host conglomerate. Will you make the corporate archdemoness proud or succumb to bitter tears of failure? Cruelty Squad has gained a strong cult following and has performed strongly when it comes to sales. And number 1. If you haven't checked out Brotato yet, do Братата. yourself a favor and head over to the Steam page. It's one of the most successful Да, titles тоже. made in the Godot engine. Brotato is a top-down arena shooter roguelite. Vampire Play Survivor, as a короче. potato, wielding up to 6 weapons to fight off hordes of aliens. Why are you a potato? Why are there aliens? It doesn't matter because it's so much fun to play. With hundreds of weapons and items to choose from and dozens of characters to customize your runs, you'll be mashing the alien horde for hours on end. М, These games you see on screen are made with Godot. I just wanted to show my appreciation for some awesome 3D Лол, вот эта вот игра была сделана. Это что за игра вообще? you see on screen are made with Godot. I just wanted to show my appreciation Nintendo. for some awesome 3D projects made in Godot. Дорога на восток. A new demo of Sandfire by Commit dropped recently, and upon playing it, I thought it would be cool to showcase the game, as I think it deserves it. You've probably seen this game in the past, it's been around for a while, and the creator Commit is sharing some
Нихера себе, это какой-то Souls-like, ничего себе. Some of his work on YouTube and Twitter. The game is a 3D third-person Souls-like with a very cool atmosphere. I greatly encourage you to play the demo as I think it shows that a great art direction can be really impactful. The game performs surprisingly well. I played it on the Steam Deck without any issues and it looked Мне еще что кажется, то что игры на Годоте охуенно оптимизированы. awesome. Of course, it's not ultra-realistic, but it's not the intent of this game, and Godot wouldn't be suited for that. I think it's a great display that Godot is capable of 3D, and the misconception comes from a lot of Godot games being 2D, especially those made by beginners or for game jams. Even some of the most popular ones like Brotato or Dome Keepers are 2D, so it reinforces this idea. We're starting to see more... Не, конечно, анимация пиздец топорная, но это демо, походу. И во-вторых, ну чел, походу, в одного делает. Там надо, бля, пиздец заморачиваться. Наверное, стоит это как-то с этим поработать. Конкретно вот с этой темой. Animation плеером. Вот эта вот тема. More 3D games made with Godot, and I know which one you're thinking about, but we'll come back to it later. Penitent by Devmar is another impressive 3D game that has been ported to Godot 4 about a year ago, I think. You can find devlogs about the game on Devsmar YouTube channel. The game is a stylized 3D person shooter and it looks incredibly good. It's another great display of what you can make out of Godot. I think it shows that if you're talented, you can produce interesting things even with Godot. To be honest with you, I don't know much about these projects. I'm just following, as you're probably doing too, but I think they're just inspiring. Devsmar's YouTube channel is really interesting as they go through their process when creating something, and you might get some really good insights on how to achieve performant and stunning 3D visuals. I truly believe they're paving the way to 3D being seen as completely normal with Godot. Both projects were initially made with Godot 3 and ported to 4, so it gives us interesting insights on the difference, the porting process, and how Godot 4 can improve or not your workflow. With the recent Unity debacle, we've seen more people show interest in Godot, and some of them actually started migrating their project. Road to Vostok is probably one of the most prominent examples of that. It's a hardcore single-player survival game set in a post-apocalyptic border zone between Finland and Russia. The developer has been very transparent online with the porting, and they're posting often on Twitter, showing the progress of recreating all the different parts of their quite impressive game to Godot. This game is aiming for a more realistic look than the previous two we've seen, and this is an amazing showcase of the capabilities of the engine and of course the talent of the developer. They've posted on their YouTube channel a video that shows the porting process, and it took them 600 hours to finish, so you can imagine the size of the project. A demo is available right now on Steam, so you should definitely give it a try to see for yourself how the game runs. There's always a difference between seeing a game in a video and experiencing it yourself. What you're seeing on screen right now is the demo played on my computer, and let me tell you, it's quite impressive. I personally did a 3D project recently with Béton Sanglant, and while I think it can be interesting to share my experience, it's still very limited to a relatively simple and far from realistic project. I also don't have experience with other engines, and that's why I believe having feedback from experienced developers switching to Godot can be extremely interesting, both for us developers, but also for the engine contributors. Actually, I would love to discuss that with the developer behind Road to Vostok. I don't know if that would be possible, but I think it could be interesting. Let me know if you're interested and if I should reach out to them. Yeah. You might not know, but I've done some 3D things in the past, before Béton Sanglant. When I started learning Godot, I wanted to explore everything, Don so I did Stanislav, some спасибо projects за and even game follow. jams in 3D. Those were not amazing, and I was Привет, using привет. mostly simple shapes, but it was an experience nonetheless. Since then, I've worked in VR for a client, but my biggest project was probably Béton Sanglant, because I had to model, texture, and do all of the programming, of course. While my experience is still very limited, I can feel the difference with Godot 4, especially in terms of usability. Overall, it's been a very pleasant experience in 3D. I'm sure there are still a lot of things to improve, but it's definitely going in the right direction. I'm convinced we'll see more and more impressive games made with Godot, especially with version 4, becoming more stable and feature complete. I can't wait to see where we'll be in a year from now. If you know other interesting projects, or you made something with Godot, don't hesitate to share down below. I'm truly interested in seeing more cool things made with Godot. Это я зафоловился на Твиче, странно, почему у меня слетел фоллов. Я же давно на тебя фолловился.
Блин, спасибо. Thanks to Brilliant for sponsoring this video. Game development is a creative and technical field with a lot of complexity, and many talented people can be scared, especially of the coding aspect. But Brilliant is here to help with a range of fascinating courses that can help you in your learning journey. From math to computer science, with thousands of lessons available and new ones added every month, you'll have access to all the knowledge and resources you need. The bite-sized lessons, storytelling, 5 игр на год, которые тебя вдохновят. Number 5. Spring Dash offers a thrilling first-person precision platforming experience where Нихера себе, что? Number 5. Spring Dash offers a thrilling first-person precision platforming experience where you harness the power of vegetation to propel yourself Блин, to а выглядит incredible speeds. забавно. А? Будя. Эй. Да, годно. Master fluid movement mechanics like wall running, grappling, and dashing to navigate through levels filled with multiple routes, and enemies like silkworms and grasshoppers. Break the game by finding shortcuts and unintended routes encouraged by the developers. Compete with friends on leaderboards, earn medals, and enjoy endless mode for unlimited sky soaring fun. Created by a single developer with replayability in mind, Spring Dash Раздрап одиночка. promises an exhilarating journey for platforming enthusiasts. Number 4. Under the Yoke invites you to journey through medieval England in this immersive 2D life simulator. Guide your family of serfs across 250 years of English history, from humble beginnings to potential freedom. With over 50 authentic medieval ingredients, nurture your family's taste, grant them rest, and foster their faith to keep them content and productive. Master diverse skills such as farming, carpentry, and tailoring as you navigate the challenges of peasant life. You can also engage in village politics, negotiate with your lord, and participate in age-old traditions like the Howl Moat, whatever that is. Experience dynamic events and shape your family's legacy through pivotal historic moments. So surf it up in old medieval England. Number 3. Number 3 was actually created by a viewer of the channel, and remember, if you are working on a game in the Godot engine, feel free to submit it using a link in the description. Get ready to dive into the depths of hell as the strongest imp in this casual game with roguelite elements. Face hordes of demons using artifacts, weapons, and runes to forge your path to dominance. With each run, you can customize your weapons with creativity and strategic modifications, surviving longer to collect valuable resources for future runs. Discover secrets and collectibles while battling demons with unique mechanics, all while the challenge escalates with time. Number 2. Embark on a thrilling language learning journey in UK in the Book of Yokai, a roguelike deck builder infused with Japanese charm. Hone your Japanese skills by learning hiragana, katakana, kanji, and grammar. Gather energy by answering quizzes, then unleash your newfound knowledge to defeat evil spirits. With customizable learning options, immerse yourself in Japanese myth and culture at your own pace. Join the adventure and follow development progress on the developer's Discord server, because it's time to learn Japanese while having fun in this unique language learning game. And before we get to our number 1 spot, congrats to last week's winner, Prickle. Be sure to vote for your favorite to have them featured in our new Godot Game of the Awards at the end of the year. And number 1. Strap into your Air Jordans. It's time to step onto the virtual court and experience the thrill of 5-on-5 basketball in this retro-inspired game with a modern twist. Combining the nostalgia of 8 and 16-bit era classics with contemporary features, lead your team to victory in fast-paced matches reminiscent of your favorite arcade games. Dive deep into single-player modes or challenge friends locally or online in multiplayer showdowns. With intuitive AI, customizable rosters, and fully realized franchise mode, every aspect of the game is in your hands.
Create your dream team, manage contracts, and develop players in a dynamic basketball universe. With charming retro pixel graphics and no pay-to-win elements, 2K, this game offers an authentic basketball experience where everything from game length to league rules can be tailored to your liking. Окей. Choosing a game. Sometimes it's enough for a game to just look good, but looking good is more than solid graphics. It's also about style. These are the top 10 most beautiful games made in the Godot engine, in my opinion. Number 10. Beat Invaders is a unique space action roguelite where players can blast through enemy fleets, unlock skills, items, ships, and more, all while grooving to an awesome soundtrack and colorful visuals. The game looks graphically impressive with some awesome effects, and it looks like a great take on the old school Space Invaders. Number 9. Face the judgment of winter's deadly toll as you lead the first Viking clans to settle Iceland and land Nama. Described as a non-violent roguelite survival base builder, it combines the thrill of a dungeon crawler with the vibe of a city builder. Only one resource exists: heart, and you must invest it wisely. The art style looks amazing, and I'm very eager to try my hand at this survival strategy game. Number 8. Homa, a detective noir story, was just released this month, and it is dripping with visual style. A visual novel set in Munich, Germany, you'll play as Judith, as she discovers a conspiracy among the upper echelons of society. The gameplay features item collection, puzzle solving, and dialogue riddles as you use your investigative powers. The game is fully voiced, featuring some excellent acting. Should you change your mind, call me. So the main draw here is the story and art style behind it. The game looks absolutely gorgeous, with a vibrant visual novel set. Оказывается, фул слетел. Хорошо, давай, спокойной ночи. У меня полночь, если что. Я так поработаю, так посидим, почилим. И завтра, скорее всего, с утра также поработаем. Доделаем работу. И сразу начнем обучаться Годоту дальше. Будем делать годноту. Будем делать годноту. You can check it out on Steam. Number 7. Save a puppy and embark on a musical, hand-drawn adventure made in the Godot engine. Koira was unveiled at Gamescom this week and features a journey to the heart of a magical forest as you run from danger and discover your own powers with the help of your canine friend. You'll have to wait until 2025 to start solving ancient puzzles in order to find your way home, but you can wishlist it on Steam. Number 6. A chain of unfortunate events launches you into a quest of vital importance to all the peace-loving creatures of the realm. Of Blades and Tales is a turn-based RPG that is action-oriented with a touch of strategy. Inspired by games like Diablo and Stone Shard, Of Blades and Tales is an early access and features open-world gameplay, turn-based combat, procedural dungeons and caves, character development, and numerous enemies, equipment, and unique items. Dust off your sword and experience Of Blades and Tales on Steam today. Number 5. Sometimes I come across a game that immediately grabs my attention with the visuals. Mechanic 8230 Escape from Ilgrat is one of those times. It borrows from the point-and-click game genre that was so popular in the early days of gaming. It's the combination of hand-drawn 2D backdrops combined with stylized 3D characters and assets that breathe life into the game. And I think it highlights a strength of the Godot engine, the combination of 2D and 3D game elements. You play as a mechanic that must find his robot friend R02. Together, you'll unveil the secrets of the post-apocalyptic world of Bifrostia. The story sounds fascinating, with 2 mutant races, a city run by artificial intelligence, and a world dripping in retrofuturism. You'll be solving environmental puzzles and minigames as you explore the world in the first episode of the series. You can play the demo right now on Steam.
Number 4. Usagi Shima is a relaxing, idle bunny collecting game developed by solo developer Penko. You've been tasked as the caretaker of an abandoned island which you can decorate. Over time, bunny visitors appear as you continue to buy toys, plants, and structures to entice them to your island. Explore, take photos, and befriend an island full of bunnies. You can learn more on their website. Number 3. You're on a mission to find Precious Lumen, humanity's only chance for survival. Lumencraft is a top-down, roguelike shooter with base building and tower defense gameplay. With procedurally generated levels and destructible environments, your goal is to build your base, dig tunnels, and get that lumen. Lumencraft looks great with detailed 2D art and excellent use of color and lighting. Check out Lumencraft on Steam today. Number 2. Embark on a heroic quest to rescue your village from a relentless shade in Aetheris. Traverse vibrant, incomparable landscapes in this captivating turn-based roguelite. The art style is what really captured my attention with a unique hand-painted style. Assemble a team of 4 adventurers, battle monsters, and save your village. You can learn more on Steam. And number 1. Might of Merchants combines an economic and trading simulation with role-playing elements in a medieval kingdom. And that's cool and all, but wow, is this game beautiful. Everything here is completely hand-drawn, with animations and subtle shader effects. The game itself has also spawned a map-making tool called Canvas of Kings, where you can dive into this beautiful world and create your own hand-drawn style maps. And with frequent updates for both, I'm sure there's going to be even more eye candy in the future. Прикольно. Number 10. Save a puppy and embark on a Так. 6 апреля 2000. Переходим на Godot. Да. Вот это самое свежее видео. 5. Pinbot revitalizes the classic Breakout game with immersive 3D visuals and a robotic twist. Navigate through mechanized brick formations, now incubators for alien robots, and a quest for destruction. Set in a cosmic realm teeming with life, players control Pinbot, a curious guardian safeguarding mammoth interstellar vessels from metallic-consuming entities. Embark on a journey through 5 levels, each housing unique challenges across 53 rooms. Encounter relentless machines, hindering progress while seeking dominance. With every element mechanized from the player's paddle to enticing power-ups, Pinbot delivers a dynamic and thrilling reimagining of the timeless Breakout concept. Number 4. Charge into the digital depths of a besieged computer system in District Panic, an action-packed arcade shooter. As the system's last line of defense, you'll combat relentless waves of computer bugs across diverse districts. Choose from a selection of unique vehicles, each with its own abilities and upgrades. With vibrant visuals and exhilarating gameplay, battle against 11 enemy types using 20 weapons and 8 abilities. Explore multiple maps and confront challenging bosses as you dive into a deep progression system with class mods and upgrades. Customize your vehicle and projectiles and enjoy the company of a hilarious robot companion. Restore the malfunctioning computer platform and save the digital world. Number 3. Simple Dungeons is a powerful God of War add-on that enables the creation of procedurally generated 3D dungeons and levels using custom prefab rooms. With an easy-to-follow installation process, you can quickly integrate it into your project. Simply define the size and shape of your dungeon, set up your dungeon kit with prefab rooms, and structure each room with designated doors and AABB boundaries. Leverage the provided sample dungeon kits or create your own to tailor the experience. Utilize signals like place to room to track generation progress and access functions like get doors and get room leads to for advanced room management. There's even an online demo to check out before you download. Oh, and it's free. Number 2. Fruit Robotics challenges you with a unique twist on tile-based puzzles. You can't control your robot.
Instead, you must program it using a crude programming language. With over 25 levels, navigate obstacles, press buttons, and avoid pits by crafting programs using a custom language. You have the ability to execute dozens of instructions per second and control up to 3 robots at once. But beware, if your program has bugs, it might lead your robot into unexpected pitfalls. With built-in debugging tools and an intuitive tutorial, you can test your programming skills and guide your robot to victory. And before we get to our number 1 spot, congrats to last week's winner, Full Court Heroes. Be sure to vote for your favorite to have them featured in our new Gato Game of the Awards at the end of the year. And number 1. Desvelado is a unique, handcrafted 2D platformer where you help Vampy fight insomnia by turning off all the lights in his castle before going to sleep. Dodge ghosts, solve puzzles, and overcome deadly enemies in this vampiric precision platformer. With immortal gameplay, sharp controls, and bloody animations, you'll navigate through over 100 different rooms across 3 main zones and face challenges in bonus levels. Use Vampy's powers like dashing and jumping strategically to outsmart ghosts and solve puzzles. Enjoy the immersive vampiric music and unlock awards by completing optional bonus levels. But can you help Vampy find peace in his cozy coffin? Чуть ли не каждый день выходят новые игры. Да. Он вот так вот выглядит. Вот. Вот он. Must have game development tools. We've got Matt S. Пискель. Вот типа он. Ну вот они, эти проги. DaVinci Resolve. FL Studio, Audi City. Окей. Блин, а чё я на этого парня не подписан? Why? We've got Matt S. Matt S. Давайте позырим вот эту тему. Давайте уж, если не играем в смуту, то хотя бы посмотрим. Что вы на это... Вот. Что думаете? Что думаете? Я думаю, офигенная идея. Пека прям с ума сходит, прям гудит. Жесть. Жестко. Всю игру проходим, конечно. Это чуть ли не единственная игра, которую я ждал. Старые люди говорили, что никогда не было так плохо на нашей земле, как в смутное время. Охуенное начало просто. Страшный голод поразил всю державу. Умирали землепашцы. Нищие дворяне. Блин, это вот реально типа плач людей, которые купили эту игру за 2000 рублей. О, боже мой. Они такие, наверное, все вообразили, типа, прикинь, у себя в голове это просто такой, блин, сколько же я пива мог купить? Типа, еды. Ну и в конце концов, другие игры. Волком друг на друга смотрели бояре, и каждый проклинал нового царя Бориса. Легко поверила вся земля самозванцу Борис Отрепьеву, что царевичем Дмитрием себя назвал. И хоть недолго... Блин, вспомнил. Нифига себе, у него прям даже прям воспоминания из уроков истории активировались. Это то самое время, когда дохера лже-Дмитриев появлялось. Причем самое забавное, что типа... Это вот типа даже... Типа не 100 лет там... Ну...
буквально одного казнят Лжедмитрия, появляется другой, типа, я царь, ёп, Дима звать надо. И самое главное, что каждый раз ведутся, но, по-моему, где-то на третьем Лжедмитрии или что-то в этом роде они начали сомневаться, что, типа, новые цари, ну, там, ну, короче, там что-то очень, ну, смутно было, так скажем, да. Да с его прихода вся земля Это было каким из них из пушки в сторону Польши стреляли? Кому верить и за кого воевать, каждый решал сам. Наводнили русскую землю ляхи и казаки-грабители. Трясся в Москве от страха новый царь Василий Шуйский. Стояли под Москвой войска очередных бунтовщиков. Одна была надежда у державы. От Новгорода к Москве шел славный воин князь Михаил Скопин-Шуйский. И бежали от его полков ляхи и бунтовщики. Да недолго его звезда светила. Отравили князя на Перу из-за зависти царя Василия. Гандон. А без Скопина разбил нас в пух и прах гетман Жолкевский, что Смоленскую землю забирать пришел. Приуныли бояре. Царя Василия свергли, а польского королевича Владислава на царство призвали. И стали на Москве во Кремле над боярами пановать ляхи. Но не все государство московское им покорилось. Может и был. Может и был. Изгнать. Но кто кого переборет, не было тот ясно того и тогда. запорит. В суровую зиму 7-го года смуты через метель пробивался человек, которому предстояло спасению нашего царства изрядно помочь. Да только об этом никто еще не знал. Ну и метель! Не видно ни черта! Как бы в этом поле не замерзнуть, Юрий Дмитриевич! Тут двор постоялый был неподалеку. Люди добрые! На помощь! А это случайно не тот же голос, который орал «Испанцы!» Пиздец похож. Испанцы! Слышишь? С кем-то беда приключилась. Грех мимо пройти. Алексей, подожди меня здесь, я сейчас. На помощь! Так, давай, обучай меня, как я тупой. Это первая игра в моей жизни. Давай, как мне двигаться? Что мне надо делать? Ну, понятно. Темно, хоть глаз выколи. Ясно. Помогите! Да я пытаюсь, мне не дают пройти. Я должен по дороге, видимо, идти. Нет. Да сейчас, господи, чел. Пропустил подсказку, показывали про факел. Вот, и что мне теперь делать? Вот как я теперь должен играть, а? Вот как? Так, наверное, надо было просто от кобылы направо пойти, да? Помогите! Сейчас разберем. Дальше попроще будет, я уверен. Валки позорные. Ну чего столбом стоишь? Помахай давай! Помахай. Факелом, что ли, помахать? Поляки. Уж шавки облезлы. Все, думал, сожрут меня. Спасибо тебе. Ну что, живой? Повезло тебе, что дерево подходящее нашлось. Живой, живой. Порох у меня отсырел. Без тебя не отбился бы. Ну раз живой, так уж назовись. Я Кирша, вольный казах и сам себе господин. Фрилансер. А теперь и ты назови себя. Я Юрий, из бояр Милославских. Спасибо тебе, боярин. Не забуду я тебя. Делать, ё-моё, надо Ладно, предзаказ теперь делать. жилье бы найти. А то так замерзнуть недолго. Сейчас бы ходил бы как Здесь двор князь постоял Милославский. недалеко. Там и помощь найдем и согреемся.
Так, то есть, когда я открываю вот это, оно продолжается, да? Ну-ка. Да, игра не останавливается. Блин, это не прикольно. Как я должен читать кодекс? А саблю рука не забыла еще? Размяться не желаешь, боярин? Сейчас? Нет, ну вообще не забыла, но может поутру поразмяться можно. Уже утро, что ли? Это не утро, это вранье. Можно я лучше с людьми поговорю? Не хочу я драться. Ах ты стервец! Ты чем лошадей кормить вздумал? Что? А, это батюшка, что есть, тем и кормим. А дерете как завез. Тьфу на вас! Есть так. Тебе не хворать. Откуда путь держишь? Из самой Москвы. Неспокойно там нынче. Чем же торгуешь? Сейчас ничем. Ноги уношу. Совсем тяжко стало при пане Гонсевском. Когда ни мира, ни закона, какая уж тут торговля. Ну дай бог, чтобы скоро снова торговать смог. Да. Так, ладно, на всякий случай, поскольку, ладно, я не предупреждал, поэтому вот эти пара членососов-любителей, да, отлетят на сутки, остальные все будут отлетать уже на неделю. Значит, еще раз, я здесь не для того, чтобы защищать вот игру там или что-то. Так, это скамить. Сегодня скам день, буду скамить вас на мимолёрты. Я здесь не для того, чтобы защищать игру или что-то. Я просто, блять, каждой клеточкой своего тела ненавижу хуесосов вот этих ебаных, которым, сука, все, блять, не нравится. Просто ненавижу вас, презираю. Если я только нахуй увижу хоть одну такую суку в чате, будете улетать на неделю или в перматч. Блин, как же не хочется драться. А я бы рофлил. Просто игра про разговор. Да. Нажмите ЛБМ для сильный R. Для блока удержите спаки. Тихо, тихо. Так, спаки. Спаки. Это блок? Что ты? Подождите. Я не успел подсказки прочитать. Сейчас проиграю. Проиграл. А, то есть у нас дуэль насмерть была, что ли? Типа не тренировочная, шуточная? Ну вот зато сейчас подсказки прочитаю, может быть. Нихуя себе, убил просто. А почему так быстро? Боевка из Ведьмака? Реально? Ну не сказать, что это прям то, чем стоило бы хвалиться. А, он-то не умирает, смотрите-ка, он-то не умирает. Руки у тебя, боярин, откуда надо растут. Слабоват после ран пока, но то дело наживное. Ну оно там нормально, окей. Там в Ведьмаке боевка нормальная. А, даже лучше, чем в Ведьмаке. Бля. Вкладывается против него. И как назло... Как же не хотят, чтоб на них насрали, типа чисто такие... Насрите на нас жестко. Блин, вот вещами такими кидаться, ну, типа, словами. Ну, блин, ну вот реально как будто не стоит, нахуй. Ну сразу видно, что гандон. Быстро! Быстро! Все остальные прочь! Челом тебя, вашмость! Чё шумишь? Лучше пойдем с нами, угостись. Со мной пить многовато вам чести. Пошли прочь, пока батагами вас не погнал. Ой, я, бля. Как там было в базе, да как там было, чтобы я польскому ляху... Так, ну ладно, давайте второй вариант. Он не то чтобы как-то надерзил прямо, да? Нам. Ты со мной так говорить не смей! На нашей земле ты в гостях, так что прояви уважение. Смотрите, тварь лесная, еще что-то вот, булькает вот можно. На языке своем собачьем. Беги, Москва, пока цел. А сабли, пан, не побоишься? Твоей не побоюсь. Ну айда, спляшем. В смысле, против всех сразу, что ли? Вы что, рофлите? Хуя, у него алебарда, блядь. Ну, из интересного я вижу, что у меня хп не кончается. А почему у него... Ой-ой. А почему она у него красным горит? Но... Ну так ты будь
будешь двигаться-то, нет? А какого хуя у них оно красным горит? Это что, фэнтези, что ли? Нет же. Что за дерьмо? Это же не магия. Кстати, это очень тупое решение, на самом деле, с ними драться, потому что, ну, я-то отсюда уеду, скорее всего, на утро, а вот этим-то челом, который здесь живут, вот им пиздак будет. То есть я их убил просто, да? Просто убил. Вижу, что у вас с нашими гостями свой разговор был. Это ты хорошо сказал. Спасибо тебе за помощь. Огненный урон, это А хорошо. мне пора в Да. дорогу. Надеюсь, мы еще встретимся. Тогда ступай, да немедли. Какая же этим термесным пизда. Да. Может играть злого или доброго? Нормального. Вот, Алексей, мы и дома. Местным точно пиздел. Как игра лучше все как КД, прежде. лучше. Здесь нужно полякам поганым пизды давать. Да, ебейший распил бабок. КД можно за терпилу играть только, который даже Куниш не может отпиздить. Легендарнейший. Нельзя же критиковать, пожалуйста, по делу. Просто написать какое же Г, это не критика. Это вечно недовольный всем хуесос еблан, которому я в ебало хотел бы плюнуть просто. Здесь такие нахуй не нужны. Так что эта игра идеально подходит просто как лакмусовая бумажка. Ненавижу, еще раз, ненавижу хуесосов, которые вечно, сука, всем недовольны. Это им не так, это им не нравится, тут у них говно. Пошли нахуй от... Рекомендую ему 3080. Отсюда, ебаные гниды, блядь. Ненавижу вас. Рофлить можно? По делу можно. Игра для Ебаный рот, бояр. ну как вы нахуй не научитесь, а? Вы что думаете, я вас жалеть буду, что ли? От того, что вы 10 лет меня смотрели? Да харкать я хотел, блядь, на то, сколько вы лет смотрели. Ладанка с Никитой Бесогоном. Это чел так звали? Никита Бесогон? Жесть, как будто ник какой-то из Доты или из Counter-Strike какого-то. Ну здравствуй, птица-синица. Дай обниму, считай, год тебя не видел. Синица. Вспомнил тоже. У меня вообще-то имя есть. Где пропадал басурман? Только и вестей, что ранили тебя, а после невесточки. А мы с Аленкой тут одни в 4 стенах сидим, как в тюрьме. Ох, Настя, сковал я сильно. Думал, помру с тоски. Ни к какому делу душа не лежала, вот и писем не писал. Хоть бы весточку мне прислал, дурень. Что ж ты так, Дурень. Настасья Тимофеевна? Зачем себя так изводить? Вроде не чужие люди, Юра. Не тебя одного тоска грызла. Ох, Настя, прости, что лишь о своих печалях думал. Но я о тебе вспоминал постоянно. Вот тебе крест. Правда. Помнишь, как ты предложила копье у стражника украсть? Ой, дурак. Давай. А ты, я смотрю, за этот год сильно изменилась. Заневестилась. Батюшка уж, небось, от сватов отбоя не знает. Я... Мне только... Батюшка, думаю, того мне в пару найдет, кто и ему, и мне крепкой опорой станет. Род наш еще крепче сделает. Ну, конечно. Так и мне он хорошим другом станет. Род твой. Погоди гулять. Доблестных-то много у нас. Да вот умом, похоже, не блещут. Да. Да не бойся. Найдем тебе самого толкового на Руси. И чтоб не из робких, чтоб тебе подстать. Ступай же, Юра. Устал, наверное, с дороги. Как он заебал, слушай, вот этого Юру просто. Юра, иди ты. Будь добр, блин. Съеби. Это знаешь, в чем прикол? Я сейчас нажал на X, как мне, так сказать... Ни хрена себе! Вот эти технологии! Вот это мне нравится. Медведь, научи меня петь. А если не научишь, голову получишь. Граждане нижегородские,
Люди русские! Кто из вас не знает о бедствиях царства русского? Мы все видим его гибель и разорение, а помощи ниоткуда не ждем. Долго еще злодеям поить русскую землю кровью наших братьев? Долго еще православным стонать под позорным ярмом иноверцев? Это смута. Потерпим ли мы, чтобы столица подчинялась иноплеменному воеводе? Оставим ли в руках врагов Москву? Отвечайте, люди! Это пиздец. Нет! Неужели, умирая за веру христианскую, мы пожалеем достояние земного? Нет. Для содержания войска отдадим все золото и серебро. А если мало и этого, продадим все имущество, заложим жен и детей наших. МММ, блядь. Вот это нормально. Вот. Все, что я имею. Согласны, блядь. Знали, согласны. С этого часа он принадлежит не мне, а войску православному. А я сам, мы все, вся кровь наша, всей земле русской. За веру царя и отечеству. Что тут скажешь? Да, пизда. Камера не опускается ниже, не опускается. Блин, ё-моё. Да, пизда. Буду в шкуре медведя на ярмарках плясать. Народ спешит, денег будет без счета. Какие же коты тупые. Ужас. Ужас. Самые тупые существа во вселенной. Чё? В смысле? Это вообще нормально? Да ядрить, вот вы чё? Получил? По шарам. То есть просто эти тати просто средь бела дня стоят, да? А вам вообще насрать, да? То есть вас все устраивает? Да, конечно, ну вы и челы. Беда у нас недавно приключилась. Зарубили друга моего старого стрелецкого десятника. Говорят люди, он тем вечером в кабаке с иноземцами служивыми крепко полаялся. И вышли они следом. Но как рубились, того никто не видел. А точно ли это они? Может, напраслину возводят? Точно. Больше некому. Да они и сами в слободе сидят. Носа наружу не кажут. Явно вину за собой чуют. Я бы и сам посчитался. Да отговаривают. Мол, если слух пойдет, что сам Стрелецкий голова немцев без суда порешил, большой Дура, верни Москву. выйти может. Он еще не плавал в реке? Нет, мы не видели. Хоть и веры не наши, Я ФПС не чувствую, я могу говорю, Василий, у тебя его. пробовали уже без них. Первое ополчение к Москве пришло, а стены ломать нечем. Инженеры нужны, пушкари умелые, а своих мало. Ага, теперь понятно. Но ведь если кто другой со стороны тех наемников порубит, это дело другое. А я о чем толкую? Когда людишки пьют без меры, да задирают кого попало, всякая беда с ними приключиться может. Что ж, схожу посмотрю на тех иноземцев. А то и в самом деле, как бы с ними беды какой не приключилось. Как в то время судебное дело было устроено? Вообще, как бы вот... Вот, допустим, я... допустим, я кого-то убил или ограбил. Вот меня нашли, да, и поймали. И что? Меня будут судить? А кто меня будет судить? Как? Как князь сказал, так и будет. Ну, это удобно. Тогда вот интересно, почему люди-наемники идут мародерством и грабежами заниматься. Вот мне всегда интересно было. А почему люди в наемники идут?
мародерством, грабежами занимаются. Ты что несешь? Мы в подобном не замечены. И правда. Хотя вы ж все из бедноты вышли, воевать не ваше. Чё с вас спросить, да? Лучшие-то на родине применение нашли, а худшие к нам подались. И следить за вами надо внимательно. За языком своим следи, ты пёс. Вырву. Собака. Да ладно, чё ты, обиделся что ли? Колбаса ливерная. Ты не обижайся. Я в свою жизнь изобрели ливерную колбасу? И за эти слова ты сейчас ответишь? Ох ты борзый какой! Иди сюда, немчура, спляшем. Жестко. Так, мне не нравится то, что я делаю. Это как-то не круто вообще. За мега расисточек какого-то играет. Блин, он еще жив. Ё-моё. Быдло получило бы заслугу. Тут согласен, да. Я не знаю, как-то не круто это. То, что я делаю сейчас. Не горжусь этим. Не могу теперь этого слышать. Да нечестно зажал. Да нет же, ну... Да блин. Персон смушит. Набелла какая-то. Да. Мне друг написал, что у него на работе знакомый делал паспорт за один день, другому за неделю, и то из-за ошибки, поэтому я решил лететь через Беларусь сразу в Грузию, и думаю, мне его сделать за 10 дней. Нормально, нормально. А я могу убежать? Ты подожди ты. Что ливерная колбаса? Да вот это вот какая-то тупая тема насчет мечей, не знаю. Ну, видимо, это визуальный сигнал того, что можно парировать, типа... Тебе портки срамные. Да вообще без понятия. Да ну пипец, ну меня чел расстреливает. Ну вот, видимо, вот в таких моментах, чтобы можно было попарировать, типа, в темноте. Вот нихуя не видно. А вот там вот меч загорелся, и ты такой, окей. Но в то же время, блядь, было бы реалистично, если бы он не горел, например. Я не знаю. Да ну пипец, ну меня чел расстреливает. Ну фэнтези какое-то, да. Это очень странное решение. Они просто в стан ставят тебя и все. Очень странное решение. Жадный. В обучении не было парирования ничего, я прочитал все обучение. А, парирования нет? Блин, ну прекратите, ну это нечестно просто, ну что это такое, а? В смысле нет парирования? А нахуя тогда реально эти красные мечи нужны? Подождите, это что за бред? Блин, ну проблема как в ККД, прям один в один. Больше одного противника, все, жопу сосешь. Можно воровать блок. Почему здесь блок, чел? Они меня бьют, когда я бью. Ну, что это за бред? Ну, после первого удара я сразу станлок ловлю. Ну, после первого же удара. Ну да, это какая-то странная тенденция, токарь, согласен. Я хуй, ну вот реально не знаю почему, но какого-то хера обычно, ну, деньги они, ну, тратятся таким образом. Они просто идут на то, чтобы, ну, вот, чтобы сделать вот так вот просто. Выливают деньги какому-нибудь стримеру, летсплееру, блогеру. Вместо того, чтобы, ну, действительно игру сделать лучше, сука, ну, сделай игру лучше. Нет. Нет. Надо, блядь. Надо, да. Ай, надо. Надо. Сделать по-еблански. Вот в том же Kingdom Come ты сам ловил момент для парирования. Да. Ну, справедливости ради, там хотя бы, ну, все от первого лица было, поэтому ловить моменты проще и так далее. Ну, блин, ну, так себе оправдание, конечно, для смуты. Ну, типа... Это все равно странно выглядит, как бы то ни было. Ну, с любой стороны,
Посмотри на это и как-то один хер странный. Горящие мечи. Ну, конечно, ты пнешь меня, несмотря на то, что у тебя стан. И это, заметьте, я со старта потерял 70% хп. Со старта. Не сделав ни одного движения. Хоть возможность, не знаю, дайте увернуться, блин, от выстрела. Ох ты, Что, ливерная колбаса? Помогли тебе портки срамные? Ну, минус пол хп, я даже встать не могу. Это пиздец какой-то. Это просто пиздец. Это издевательство, блядь. Огнестрел, кстати, ну... Ты видел, до куда огнестрел доходит? Вот он вот тут, он выстрелил, и тут пуля исчезла. Вот он. Пух! Вот тут пуля исчезла. Вот тут. Не дошла до него. Вот тут исчезла. Рейнджа, конечно, прям... Как у... Хз чего. Типа... Как у Vampire Survivor, типа. Непрокачанная рейнджа у огнестрельного оружия. Типа, я не знаю. Странно это. Ну, вообще, вот смотрю на то, как он играет, и... Типа, блядь, просто... Да ёпта, я смогу лучше, типа. Но, возможно, в этом и прикол. Возможно, в этом и прикол. Возможно, это такая, ну, типа, такой маркетинговый ход. Так что не ведемся, не ведемся. Я там взял в сторону, пробил. Взять. Короче, блядь, просто ЛКМ спамить. Оружие на пол. Кто тут буйство развел? Оружие на пол. Там разберемся. Сгорело, не долетит. Ну, вообще-то на Древней Руси пули состояли из ушной серы. К тому моменту, как он долетит до этого парня, оно просто рассыпалось в воздухе. Ты понял, блядь? Да вот как-то вышло. Сука, объяснять надо, блин. Во все, блин, глупые во все. Пьяным дуракам в драку влезть, что трезвому моргнуть. И то верно. Ну да и Господь с теми немцами. Жили грешно, не по православным нашим обычаям, и померли неладно. Может, кто по ним горевать и будет, но точно не я. Пуля пока летела до твоего врага, она ему простила. Это непременно. Такие люди нам нужны. Бог простил, и пуля простила, и ты прости. Оружием рубить изрядно научен. Учитель у меня был хороший. Здесь тебе научиться вряд ли выйдет. Народу много, все горластые, а когда дело доходит, едва знают, с какого конца за саблю браться. Хотя постой, знаком ли тебе Семен Стремоухов? Стремоухов? Впервые о таком слышу. Погодок твой, тоже с белым оружием ловок. Сам князь Пожарский ему благоволит. Семен как раз мне жаловался, дескать, и поразмяться не с кем. Кто против него не выходил, дольше минуты не держался. Если этот Семен и вправду так хорош, я с ним подружиться за честь почту. У него неподалеку деревенька. Я письмо напишу, чтобы ты чужаком незваным не явился. Если впрямь друг другу по душе придётесь, обоим польза будет. Да. У меня вызывает сомнение, что они все грамотные. Это странно. Боевка в ККД ужасная, абсолютно ужасная. Ну, точнее как, она не то что ужасная, она просто заточена под битву 1 на 1. И когда ты дерешься 1 на 1, кайф. Но как только врагов становится больше, чем один, она превращается в полнейший кромешный ад. Ну, блять. Эх, как знал, что будет беда.
Надеюсь, не слишком поздно. В смысле? Да, лучше не лезть на разум, чтобы... И слишком они мертвы, блять. Поговорить можно? Сука, мертвы. Нет, нельзя? Лови, гада! Живьем брать! Опять там с ружьем какой-то Гэндон. Да хватит, ну дайте Крестьяне с вилами самые опасные враги по версии Папича. Да перестань, ну не стреляй только опять-то, блядь! На нахуй просто. Господи боже, блядь! Окорочкой забил. Ну. Джеки Чан. Вау. Да, захват на цели лучше, наверное, не В деревне высокой температуры. Ё-моё. Как же не убивает. Ля какая. Секс. Это секс. Прощения. Прошу прощения. Женщина. Это типа, знаете, это как... У меня вот сразу этот чел вспомнился. Это женщина? Это женщина? Ай, блядь, чел, нахуй. Нет, но... Прошу прощения, прекрасная пани. Я был поражен тем, как ловко вы управились с этими двумя разбойниками. Увы, их было больше двух. Мне повезло, что тут оказались вы, пан. О, боже. Юрий Милославский. Я ехал за... Прошу прощения, не вам ли я должен передать бумаги от купца Еремеева? Бля, знаете, вот это, походу, единственная игра, которая создает у меня впечатление того, что я играю в русский сериал. Это пиздец какой-то. Я хуй. Это очень странно. А, так это вы тот гонец от Харитона. Врача, позовите врача. Что ж, сегодня мне вдвойне повезло. Давайте бумаги, пан Юрий. Одну минуту, пани... Называйте меня Иреной. Как скажете, пани Ирена. Очень красивое имя. Как сами. А вы, пан Юрий, умеете не только махать саблей, но и говорить комплименты. Ара-ара. Ну, да. Пани Ирена, но как так вышло, что вы тут оказались? Обстоятельства. Род моей госпожи древний, но в последнее время... Род древний, говорит. Складывались против тупой, них. наверное. У нее не осталось верных мужчин, чтобы поручить им важное дело. Я вижу, пани Ирена, вы и сами справляетесь не хуже любого крылатого гусара. Но если вам все же потребуется помощь... Я запомню ваши слова, пан Юрий. Да. Ну, что поделать. Кто знает, возможно, это не последняя наша встреча. И в следующий раз у вас будет шанс исполнить свое обещание. Это очень странно, конечно, что они делают. Да. Чудеса какие. Девушка, а какова? Я думал, такие только в сказках бывают. Тут вообще, что ли, нечего лутать? Блин, ну что лутать нечего, это скучно как-то. Ну как так-то?
Как тебе озвучка Алины в этой игре? Не знаю, мне как-то не по себе немного становится, когда я слышу ее голос. Диалоги такое чувство, что нейронка писали. Нейронка писали твое сообщение, чел. Чего, блядь? Не знаю. Так, какие. Шанс исполнить свое обещание. Встреча. И в следующий раз у вас будет шанс исполнить свое обещание. Девушка. Блин, ну что тут это скучно как-то. Ну как так-то? Как тебе озвучка Женщина. в этой игре? Женщина. Мне как-то не по себе немного становится, когда я слышу ее голос. Диалоги такое чувство, что нейронка писали твое сообщение, чел. Те не отключены. Я не знаю, не заходил в настройки графики, мне абсолютно похуй на это, братан. Сори. За графоебством иди на другой стрим, пожалуйста. Да. Сам один я каждый день тренируюсь, а вот чтобы с другими давно уже не получалось. Я, бля, не пойму, а хули он так, бля, агрится на это, бля, просто, ну, ёпта, пиздец, ну, охуеть, как будто бы у него батя, бля, создавал эту игру или типа того, я хуй знает. Ну, блин, окей. Ну ладно, это его стрим. Пускай делает, что хочет. Второй раз Как против бы, ну, меня редко кто выходит. ну, это странно, конечно. Я не из пугливых. Да разве ж я пугаю? Так, предупреждаю. Давай позвеним саблями, поглядим, чья возьмет. Ну, это да, это да. Но если что, ему, походу, давно заслали бабок, потому что он давненько говорит о том, что ух, блядь, я так поиграю с муту и там прочее. И, видимо, там сумма такая, что пиздец. Ну, он такой, бля, просто, сука, ебать буду, нахуй. Это, блядь, игра, нахуй. Типа, как калагривый-то орал. Я за эту игру! Меня на геймдеве все знают. Да. А, это прям босс? Ё-моё, это прям босс. Так, нет, отмена тогда. Вау. Пиздак, понял. Мне так нравится. Учебный бой с Семеном. Научился, проверяй. Привет, гид. В свое время ты справился с принцем Жаба из Оксенфурта и с Сименом Стримуховым справишься. Удачного стрима. Спасибо большое. Для, так сказать, первого проекта. Ебать, как же Семен ебет, а? Боевка только вызывает пока некоторые как же Семен ебет. Вроде получается придрочиться. Так и знал, что этот гондонский удар будет. Врет? Я? Пошел нахуй отсюда, братан. Ты чё? Еще раз, я не знаю, если вы, типа, не так давно смотрите мои стримы или что-то еще, если вы думаете, что я побоюсь нажать на кнопку пермабана, даже для зрителя, который смотрит меня 10 лет, блять, вы меня хуево знаете просто. Абсолютно поебать. Я здесь устрою просто ебаный гулаг, блять. Здесь, кстати, я просто в станлоке держу. Как это работает? Как это работает, блять? На, он меня просто за 3 удара убивает. Ну, он токсик, конечно. Я? Нет, я не токсик, чел. Я считаю, что я жесткий, но справедливый. Может быть, чересчур жесткий, но справедливый. И все вот те, кого прямо так прямо волнует бюджет игры, вы, блядь, возьмите и погуглите бюджеты других игр. Того же ККД, например. Сколько стоило сделать ККД? Сколько стоило Ведьмака выпустить? А то вы так любите прямо считать деньги. На вот эту сумму, на которую агрятся вот только тупоебы вот в чате. Типа, о, бюджет. Ну, давайте посчитаем. Давайте посчитаем. Блять. Сколько смута стоила? Стоимость разработки смута. $5 миллионов?
Ебать. 500 миллионов рублей, нахуй. 5 миллионов долларов, да? Охуеть. Ладно. Ладно. Я не знал, что он 5 миллионов стоит. Вау. Такое ощущение, что 1 миллион рублей точно ушел этому парню. Точно ушел Гитману. Блять, так яро защищать эту игру. Пиздец. Ну, типа, ладно, давайте прогуглим там стоимость разработки Witcher 3. Так, окей. Ну, третий Ведьмак был сделан за 35 миллионов рублей. Ну, типа, окей, ладно. 35 миллионов рублей. Так, Ведьмак третий, да? Так, что там еще? Какая игра может подойти? Ну, давайте Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance. 36 миллионов. А еще на ВК стоит 2000 рублей. Да, охуеть так-то. Пять миллионов нахуй. 5 миллионов нахуй. 5. Так. Ладно, давайте по как бы справедливости. Ну, давайте сравнивать не с Ведьмаком, там, с Kingdom Come. Окей? Давайте сравнивать эту игру вот по-настоящему похожую. Вот, ну, по качеству и всяким таким другим вещам. Ну, не знаю, типа... Ну, давайте скажем, ну, похуй. Так. Энклав. Стоимость разработки. Так, Энклав. Ну ладно, блин, хотя... Погоди-ка. А за какой бюджет у этой игры? Так, бюджет. Бюджет разработки Энклав. Так. Ебать, понимаю нахуй. В статье про игру мы не пишем, ну, сколько она стоила. Русы против Ящ. Ну, блин, ну, подожди. Это ты жестко загнул, подожди. Ну, хотя подожди, давай вот так. Давай вот так зайдем, блядь. Atomic Heart нахуй. 19 миллионов долларов. Так. Ебать. А Atomic Heart, блядь, за 19 миллиардов. Ну, точнее, ну, блядь, то... Жестко Atomic Heart стоил. Давай Сталкер.
Ну, Сталкер за 2 ляма всего лишь был сделан. Ну, не сказать, что прям игра супер имба пушка, потому что, блин, в каком она состоянии была в начале, это был пиздец, конечно. Потом ее еще нормально подлатали. Но тем не менее, окупилась эта игра хорошо. Погоди. Какие игры еще были-то? $500 миллионов рублей. Так. Не, ну попробуем. Fallout 3 $3 миллиона. Да и... Окей, ладно. Ну, справедливости ради, там, наверное, ну, беседка. Они как бы на своем движке уже 1000 лет делают. Mountain Blade. Ну, это первая часть, это еще вторая часть, а первая это... Это, бля, не знает. Ну, по крайней мере, второй Mountain Blade это овер дохуя денег. Но первый... Блин, кстати. Ну, ходит такая молва, что якобы этот чел встречается с Алиной Рин, Гитман. Но это не точно. Но, возможно, лишь поэтому он так еще дефает эту игру. Так как Алина Рин вроде как в озвучке этой игры. А так, конечно, ему денег занесли, скорее всего. Разбань уже, алло. Что? Да разбань уже, Алла. Чего, блядь? Только ты банил Гудзона, что ли? Спасибо, Гудзон, за 500. Я его банил. Ты не помнишь? В смысле, блядь? А что было тогда? Что было-то, блядь? Нет, ну, блядь, в смысле, нахуй?
Это когда я бухой был, серьезно? А я вот не помню нихуя, если честно. Ну... Это странно. А я еще думаю, а чё Гудзон не появляется вообще? Супер классовый. Да ну нахуй. Погоди. Очередь запросов на разбан. Блять, там овер дохуя. А, нет. Это другие запросы. А что запросов на снятие блокировок нету? Я бы увидел. Пиздец. Да за шо? А завтра стрим будет? Да, будет. Токарев снимает бан с Гудзона. Я вот пытался. Наконец. В Кенши. МММ. Кайф. Бля, Гудзона, что случилось-то? Как я тебя забанил? Я вообще нихуя не помню. Я реально... Я еще сидел, думал последние деньки, блядь, а где Гудзон? Типа, чё пропал? Странно. Охуеть. Ну, сорян, пиздец. Ебать, тебя забанил, получается. Жестко. Да. Ну, сейчас это уже как бы не бухаю вообще. Если что. Не ругались. Ляпнул там что-то. Блять, а вот интересно, что ты там ляпнул такого, что я ж просто не раздумывая взял. А в Кеншин стрим? Какой Кеншин? А, Кенши! Мне Арсен заказывал Кенш. Кенш. Да нет, скорее всего, фулл стримы будут по поводу Годота. Его 3 года ждут. Да. Пока прошел первый год, так. Осталось еще 2. Не, ну правда, блин, я даже играть не хочу. Ну, точнее, я сейчас собираюсь вообще с играми завязать на стриме. Чисто сосредоточиться на обучении по Годоту и там прочее. Но если заебусь прям на стриме обучаться, Ну тогда одобряю. то, может, и запущу Кенши. Пойду я спать. Давай, спокойной ночи. Ну, это пиздец. Вы не онялятся, потому что они услышали, что типа это государство выделило деньги. Да, пиздец. Пиздец. Что я могу сказать? Ну-ка, блин, я же могу посмотреть по сообщениям, кстати. В натуре. Я же могу посмотреть по сообщениям. Что было? Теперь я понял, почему я тебя забанил. Ну, как будто бы, да. Зря ты это сказал. Бля. Хорошо, я рубанул, получается.
Как этот ебаный бэткомедиан, блядь, которому нахуй все, блядь, не нравится, все не то, блядь. Ой, Ну да, не твое. опять, Правильно, правильно. Ой, фильм опять говно, ой, давайте посмотрим. Ну, я-то удивился, нифига себе, как так. Типа, ну, и даже пьяным я, бывает, ну, баню, блядь, ну, по справедливости. Точнее, я все стараюсь делать по справедливости. Даже будучи пьяным. Ну, то, что я вдруг вот вспомнил, то, что ты... Ну, точнее, не вспомнил, а скорее даже узнал, потому что мне как бы вообще память как бы стерта. Была начисто. Это, конечно, да. Злой. Ну, да, бывает. Можно сказать, что под убер-классами становлюсь человеком действия. Ненавижу нахуй. Я, блядь, не знаю ни одной больше игры по такому сеттингу. И я только рад, что государство, блядь, проспонсировало это. Потому что так хуй бы кто сделал еще на такую тему. А так, может, кого-то вообще, не знаю, кто-то поиграет, может, история заинтересует, историю захочет получить. Mountain Blade. Исторически предсредневековую вот эту вот Русь, да? Там 16 века, да? Я правильно понимаю? В АОЕ есть компания за Русь. Ну, тогда я не знаю, ну, блядь, ну... А в Red Alert есть компания за Советский Союз. Блин, ну, к сожалению, да, как будто бы просто спамить ЛКМ — это самая рабочая Думал, когда ты вспомнишь. Блин. Ну, спасибо, Гудзон, большое за 500. Правда, спасибо. Ну, случился конфуз какой-то, да. Да. Я не могу сказать, что игра прям охуенная. Я не скажу, что... Я могу сказать, что игра мне нравится. Вот это я могу сказать. Не, ну это реально смешно вообще. Кошмар. Ужас. Что эти претензии у чела, типа, на всю игру одно только вот один вид мычания коровы и один вид кряканья уток. Насчет цены я вообще не лезу в этот вопрос, потому что я считаю, что я здесь вообще абсолютно никто, чтобы заявлять что-то по поводу того, сколько должен товар стоить. Изготовитель устанавливает цену. Это... Бля, как он жидко говорит, он просто жидко нахуй, блядь. Ну послушайте, что мелет, а? Сука. Ну это очень жидко. Это вообще не моя забота. Я могу сказать, что это, ну, либо для меня дорого, либо для меня это нормально. Ну, хуй знает. Ну, типа, доебаться до игры чисто из-за цены, это на самом деле справедливо, по факту. Блин, особенно, блядь, если ты платишь за эту игру свыше, блядь, ну, пиздец там. Ну, ладно, скажем, когда ты уже начинаешь прям к игре критически относиться, но это точно от 2000 и выше. Да я бы даже сказал от 1000 и выше, вот от 1500, ну где-то так точно, короче. А то, что ниже 1000 там, ну скажем, не, хотя даже ниже 500, скорее всего, вот там уже, да, типа как-то, ну блин, так. Ну на РУ рынок 2000 рублей цена, ну это пиздец, да. Вчера отзывы тоже читал, такой выпустили, бля. Бля, вот честно, это так же, как и с этой, как его, с Голумом, практически история. Ну, не в один, конечно. Эта игра, конечно, лучше Голума будет, походу. Но все равно, как бы, из-за того, что она, ну, просто такая, типа, хочется попробовать. Ну и вообще, все разговоры, на самом деле, по поводу цен, они всегда будут сводиться к тому, что челы будут говорить: ну, бля, ну в Steam игры по 50 рублей стоят. Забыв про региональные цены, там вот это все. Ну да, вот это вот тема насчет маркетинговых стратегий и там прочее, я думаю, они, блядь, никогда не научатся, это пиздец. В особенности, ну, у нас в России, вообще в целом в России. Вот эти вот громкоговорящие ихние, блядь, слоганы, нахуй, что у нас якутские, что у этих, блядь, со смутой, нахуй. Пиздец, блин.
Мы делаем простую историческую игру, которая имеет простую боевку, с увлекательными механиками уклонения и парирования. Но самое главное, атмосфера Руси того времени и сюжет игры, завязанные вокруг смутного времени. Прошу вас, поиграйте что-нибудь такое. Но я хуй знает. Без уникальных механик. Ну, блин, ну, правда. Вот давайте послушаем. Ну, не, реально. Вот просто если бы правду говорили насчет игры, вот чистую правду, вот просто челик такой сходу говорит, какой-нибудь, ну, маркетинговая стратегия такая, просто на полном серьезном, ну, чисто говорит, как есть вообще, что за игра и так далее. Это было, ну, это было бы справедливо, типа. Просто, типа, ну, говоришь такое прямо. У нас не такие хорошие лицевые анимации, так как у нас нет специалистов по анимациям, особенно по лицевым, настолько продвинутых, которые могли бы помочь нам с разработкой. Но, тем не менее, мы постарались и сделали, что могли. Ну, еще что-нибудь такое. Я не знаю. Но, в общем, сказать, как есть вообще игру саму в целом, типа по тем или иным критериям, вообще, что есть в этой игре, как, ну, что там и так далее. И поставить какую-то цену, а точнее, ну да, цену. И просто, как бы, все. Ну, то есть, тут человек как будто не доебется. В этом прикол. В этом прикол. Человек не сможет доебаться, как бы, да? В этом прикол. Ты как бы на полном серьезе говоришь, игра, какая она есть, вот по сути своей. Простая, не изобретает велосипед, но игра в времени типа Древней Руси, когда происходило смутное время, Лжедмитрий, там прочее. Игра сама такая простенькая, там типа ничего такого, никаких откровений. В общем, так. И вот цена 2000 рублей. И как бы люди такие вспомнят трейлеры и что говорили вот об этой игре сами разработчики. И ты такой, ну блин, ну так-то хуй с ним, да попробую. И играешь, и все как есть. Там действительно вообще нихуя особенного. Просто ты реально типа в Древней Руси, там что-то вот машешь, там прочее. И так далее. И там даже вот эти вот моменты с горящими мечами могли бы еще объяснить, что, мол, таким образом легче понять, когда наносится удар и дает сигнал игроку, чтобы увернуться и всякое такое там. И народ бы такой, ну, блин, ну, как бы, да, все как есть. И, ну, в принципе, несмотря на то, что мне все сказали, я купил эту игру и как бы, да, хорошо. Позитивный отзыв оставляем. Ничего плохого сказать не могу, как бы все правда. Да. Там же вопросы задавали, они всех нахуй слали. И они пошли по классике, купили блогеров. Ну, такое, да. Долбоебская тема вот эта вот с покупкой блогеров. Потому что, ну, довольно-таки странно это. Как будто бы, ну, я хз, как будто бы, знаешь, как бы разработчики понимают, что игра откровенно плохая, но при этом покупают рекламу у всяких разных блогеров, давая им какое-то, ну, ТЗ, типа задание. Бля, я думал, стрим завис. Как сериал игры.
Ну и как будто бы, ну это странно. Типа, если вы просто давали бы, не знаю, какому-нибудь блогеру, стримеру поиграть, и... Ну, хз, типа, что там можно было бы сказать? Смута хуйня, по идее. Ну, ее дефать невозможно. Низкобюджетная хрень. Ну, как бы, но, блядь, 5 миллионов долларов это 5 миллионов долларов, нахуй. 500 миллионов рублей это 500 миллионов рублей, блядь. Ну, то есть, можно было бы их как-то реализовать под... Как-то, ну, по-другому, наверное. Kingdom Come потратили 2 миллиарда рублей. Там, по-моему, даже больше. Ну, я вроде сейчас прогуглил, посмотрел. Бюджет Kingdom Come было 36 миллионов долларов. 36. А у Ведьмака 35 бюджет. ЗП небольшие у разработчиков. Да, такое. Не, Kingdom Come одна из самых лучших РПГ вообще. 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 Ну, Атомика, да, реально дохуя. Atomic Heart, на удивление, 19 миллионов долларов. %95 бюджета это маркетинг. Ну, вот эта вот тема полная хуйня. Бля, просто возьми и влей эти деньги, блядь, на создание отличной игры, нахуй. Нет же, сука. Нет, блядь. Валет, блин, утырок тупой, блин, на маркетинг, нахуй. Просто пиздец. Никто не купит. Ну, блин, ну не свыше же 90, блядь, процентов в маркетинг вливать. Это же бред какой-то. Да даже свыше 50% это уже как-то перебор. Не говоря уже 60%. Охуеть может. Пиздец какой-то. Ну, Coca-Cola ебет рынок трафика просто. Не понял сейчас насчет колы. Угу. Ну. Ну. За каждую минуту показа. Ну. Да это понятно, что типа AdSense и вот это все, но, блядь. Вот эта вот вся тема маркетинга, это, ну, как по мне, полная хуйня. Тут случилось, ну, как по мне, тут случилась такая тема, как случилась реклама рекламы, да? То есть у всех как будто бы, ну, в голове заложена такая тема, что это норма, что, блядь, мы должны платить вот такие деньги за маркетинг и бороться за внимание типа зрителей и там прочее. Ну, блядь, во-первых, это не кино. Тут бороться за внимание зрителя, ну, это другое совершенно. Во-вторых, если идет создание игры типа, ну, такой как Смута, скажем, да, которая, по сути, сама уже себя рекламирует тем, что она каждый раз выскакивает на всяких разных новостях и там прочее, с всякими такими слоганами по типу
Бюджет игры 5 миллионов долларов государственных денег, типа и так далее, и тому прочее, тому прочее. То есть, ну, как бы способы маркетинга, блин, ну их дохуя, блин. Почему именно надо пользоваться всякими этими AdSense и тому прочее? Ну, я хз. Странный маркетинг. Бороться с этой хуйней надо, я считаю. Надо бороться с этой хуйней. Про GTA 5 и колду там. Да бесит, что государственные деньги делали бы на свои. Да похуй, как будто бы на самом деле. Пускай и государственные деньги. Просто то, что в это въебано 5 миллионов долларов, это странно. Ну вот в это имеется в виду. Источник-то это еще хуй с ним. Ну тут как будто бы, не знаю, как там было, но возможно был какой-то конкурс, в котором эти ребята выиграли, как то, что у них самый интересный проект был, и они получили финансирование в 5 миллионов долларов и начали делать игру, типа, ну, наверное, так. Возможно, команда изначально не была какая-то такая, но она в конечном итоге что-то такое получила. Ну, как разработчики что думать? Ну, я думаю, что они, скорее всего, просто выиграли в конкурсе и получили финансирование. Добились, да, финансирования и все. Говорят, там менеджмент ебал их явно. Ну, конечно, наверняка их ебали. Давайте дальше смотреть, что за игра вообще. И прочее. Можно напомнить, что типа дефолтная цена для Европы, для вашей любимой, обожаемой, за игру сколько? 40 евро, по-моему, там, да, или 60. Пересчитайте вот в рублях, сколько это должно быть. И так уж много 2К за игру в таком случае. 70 уже, ну тем более. Да ебать, он как жестко бьет, а. Ну один удар. Игра, так, давайте, откуда я там? Вот отсюда. Hate my soul. Спасибо за 5 сотен. Ну, может, поиграем. Поиграем. Надо какое-то личное мнение все-таки выстроить по этой игре. Все-таки, как бы то ни было, любопытно очень. Для пробы пера, если будут... А им всяко да похуй, лишь бы быстрее. Ну, да, скорее всего, там такие ситуации тоже происходили. Ну, и МБ у них талантливых лидов не было, чтобы амбиции направлять в реальное русло. А то Ведьмак 4 хотели пацаны. Да. Не, надо играть, по-моему, надо играть. Дорабатывать и трудиться на славу, то МБ через пару проектов будет уровень... ну цена у Смут сейчас как у проектов типа RDR 2, Ведьмак 3 в свое время. Еще раз, она такая же в пересчете на региональные цены. Только. Ну, наверное, можно было пониже сделать, да. Типа, ну, Rebels'ов на 500. Сейчас школ заставят купить? Да ну не. Да ну не. Не. Только не это, блядь. Не, ну самое, ёпты, блядь, забавное, то, что это очень похоже на правду, блядь. На деньги налогоплательщиков, пиздец. Погоди, а кто их профинансировал? Вот что самое забавное, точнее интересное даже. Ну, возможно, и в конечном итоге забавное. Так. Мута. Финансирование.
Госдуме создали недоработку компьютерной игры смута с давлением инвесторов. На создание проекта, который заняло 2 года, было выделено более 500 миллионов рублей в виде грантов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям связи и связи Андрей Свинцов пояснил, что разработки были вынуждены выкатить версию для рынка из-за ультимативного требования со стороны инвесторов. Депутат выразил уверенность, что в ближайшее время все недочеты будут исправлены. И художественный фильм может провалиться в прокате, и компьютерная игра может не понравиться игрокам и тоже провалится. Те инвесторы, которые проинвестировали деньги и ждут от тех, кто эту игру руками пилит, хорошие результаты. Инвесторы надавили. Институт развития интернета. Что это вообще? Институт, блядь, развития интернета. ИРИ РФ. Сунсанкин, привет. Здорово, здорово. Прорыв случился, каждый месяц такое происходит. Это как фонд. В смысле, блин? Почему нельзя войти? What the fuck? Что? У них сайт не работает? Сейчас не понял. Погоди-ка. Вот сейчас реально не понял. Да ну нет. Нет, не может быть. Типа, подождите. Я сейчас кое-что попробую. Вот так. Ага. Так, еще раз попробуем. Не работает. Хорошо, ладно. Просто, знаете что? Вот мне кажется, этот сайт, блядь, не работает, потому что у меня стоит AdGuard. Блядь, что у них такого на сайте, что... Я хуй знает, но это странно. Порт. Ну, допустим... Вырубай AdGuard, ну-ка. Сервер IP не может быть найден. Интересно. Съебались, что ли? Убежали, все, пиздец. Нет, у меня свой DNS не стоит. Институт развития, ее пошмать. Конечно, интересно. У вас открылось? Так, подожди. Ири РФ. Ну, давайте через Chrome попробуем. Ирина Шейк. О, ну на Яндексе не работает, а на Хроме работает.
Может, у тебя DNS провайдер парашный, гугловский надо или Cloudflare поставить. И шустренько работает, радует. Вот ты хорошо предложил на самом деле. Я думаю, что да. Возможно, это идея гудная. Настройки параметров адаптера. DNS, гугловский поставить, да? Давай поставим гугловский. Я даже наизусть его помню. Окей. Стрим даже не отлетел. Сразу заработал. Да, РТК дерьмо. У них какой-то DNS скала. Так, окей. Поддерживаем создание и продвижение онлайн-курсы, конкурсы, национальный контент, отбор проектов оригинальных СМИ, реклама о нас. Конкурсы всякие. Игры. Да, действительно, гений. Хорошее решение. Не, реально, мне интернет как будто бы стал намного быстрее. Ну так, да. Дизайн сайта нормальный. Проекты. Давайте проекты. Категория игры и ПО. Играем, учимся с Бадо. То есть смута тут уже все, да? Его не видно. Анимация. Да, только, кстати, сайты делает, если что. Бля, какое ж дерьмо. Ты только начинаешь стримить? Нормально. Зайду к тебе. Зайду. Жабаскриптор. Как ты нашел Светю? Ася и Вася. Ник изобретатель. Благосфера и онлайн-шоу. Проекты Института развития интернета. Бляха-муха. Ну нахуя? Вот просто зачем? Тут 2 страницы. Сергей Благоловцев. Ревузор. Ну, остальное как будто бы выглядит окейно. Вот это я даже где-то видел. Ну, короче, это тоже типа такая образовательная тема. Нормально. Вот тут это нахуя? Вот это вот не понимаю вообще. Квиз, стендап, возможно, даже интересно. Потолкуем. Понятно. Короче, происходит.
в нашей стране. Дебюты. Медовые каникулы. Арктика 17. Метеопатруль. Колобок. Ну, окей, давайте смотреть на это с такой стороны. Типа, это первый серьезный игровой проект, который профинансировала вот это вот Институт развития интернета. Если на это так смотреть, и, ну, я не знаю. Надо поиграть в игру, во-первых. Вот прям надо поиграть, чтобы составить какое-то мнение. А так вот сейчас, что кажется, ну, блин, что-то такое, ну, прям, что-то так себе, блин, прям реально так себе. Колобок. Фильмы. Мокюментари. Кит плывет на север. Короткометражка, походу, какая-то. Не, ну я отсмотрю на другие проекты и прямо вам скажу, выглядит все довольно очень хорошо. О, да ты чё. Вокко. А если запуститься у тебя на ПК, то это будет уже победа. У большинства первый запуск это вылет. Серьезно? Настолько все плохо со смутой. Блин, надо... Ну, короче, завтра запустим, попробуем. Поучимся, поработаем и запустимся, ребят. Все, забились. Короче, завтра смута будет. Завтра смута. Мультиформатный контент. Искусство пропаганды. Медиа настоящем и будущем в России. Кинокарта России. Великие русские. Мультиформатный контент это как будто бы пропагандинский контент. Как будто бы, не знаю. Кавказ накормит. Что это такое? Я узнал, что в Грузии, как в Америке, не нужно ходить в автошколу, так что есть вариант, что я получу грузинские права свои первые, если я похожу на частные занятия. Художественные сериалы и веб-сериалы. А, да? Ири профинансировала этот сериал. Вот она чё. ГДР. Тоже что-то знакомое. Где-то тоже видел его. Тоже довольно такой, вроде как популярный. Ядрите, немного сериалов профинансировали. Это я тоже где-то видел. А, в Кинопоиске, по-моему. Блин, а так-то много, оказывается, этих всяких веб-сериалов и сериалов, профинансированных Ири. И я вам скажу, по крайней мере, тех, что показываются в том же Кинопоиске, тут прям только на пальцах посчитать, только чисто. Очень мало.
Но этого нет, к примеру. Вот это вот было. Зато это есть на Ростелекоме Wing. Хотя, блин, если так посмотреть, по-моему, вот это вот все, практически буквально вот это вот все, есть новинки. Это Ростелекомовский этот, как называется, Кинопоиск практически. Да. Но они жестко вот так вот связаны между собой. Ростелеком и Ири, видимо, финансируют друг друга. Го, прохождение дальше. Все равно бы ныли, что дорого, я не знаю. Какую бы цену ни поставь, все равно будут ныть, блядь. Так-то, вот я вот просто думаю, поставили 500 рублей за игру. Блядь, все равно бы нашлись, блядь, в Стиме я за 100 рублей покупаю игры. Black Book, кажется, тебе мега зайдет. Я думаю, что зайдет. Она карточная? Подождите, Black Book это карточная или нет? Вроде она как, типа, как этот, как Inscription, по-моему, нет? Сделать такую игру всего, да, вот она не спасибо за 5К. Сделать такую игру всего за $5 миллионов за год-два разработки у небольшой инди-студии только на зарплаты уйдет половина. Не считая озвучку, контент, сценарий и так далее. Кто недоволен, идите нахуй, спасибо. Ну, это тоже база, да. Причем, кстати, что хотелось бы отметить, игру выпустили в срок. Я не помню, переносили ее или нет. Вроде, если переносили, то там один раз от силы. Но ее как вот 2 года назад анонсировали, да, сказали, что переносили. Ну, по-моему, 1 раз переносили, да, всего. О, привет, Краска, здорово. 2 раза? Рад видеть. 1 перенос был с февраля. Вот я помню, что 1 был перенос. Ну, может, 2. В любом случае, типа, ну, она вышла, суть разница какая там, в 2 месяца, да, заявлена. Она должна была в феврале выйти изначально. Короче, это не важно. В любом случае, вы вспомните, сколько переносов обычно у других проектов, да? У больших проектов, у крупных. Тот же, ну, далеко за примером ходить не надо, да? Тот же Киберпанк сколько раз переносили. Бля, как же он жидко оправдывает эту игру, бля, ёбаный в рот, ну, типа, так себе. Ебать, вообще не переносили эту игру, это же, бля, пушка, нахуй. Вот, что я хотел сказать, еще у меня была мысль какая-то, сейчас потерял. И с Киберпанком сравнил. Прекратите, блядь, ее сравнивать с Ведьмаками и со всем прочим. Еще раз, эта студия, много у нее проектов было каких-то? Блин, он говорит сам, типа, не сравнивайте с Ведьмаком и с другими, но при этом, блядь, сам сравнил, сука, с Киберпанком, нахуй. Смуту, блядь. Бюджеты, блядь, просто небо и земля, нахуй. Игры совершенно разные. Да. Это же чуть ли не первый ее проект. Ну, типа, ну за это же, ну, можно дать скидку, ну, по-человечески просто. Типа, ну, челы, вот, ну, буквально учились. Это первый. Ну, пиздец, типа, и посмотрите, а это что, это хуёво выглядит? Серьезно? Порадовал меня, Семен. Дай бог еще увидимся. Это хуёво выглядит, по-вашему? Вы что, ёбнулись, блядь? Вот это хуёво выглядит. Ну, блядь, адекватно надо реагировать на такие вещи, как я считаю. Ну, вот нахуй он так, типа, блядь, яро защищает эту игру-то, пиздец. Ну, это неадекватно. Типа, блядь, да, визуально игра выглядит прикольно. Тут можно сказать. Да, но, блядь, игра, ну, сама вот просто... Ну, возможно, не наполнена контентом. Возможно... Типа, ну, скучная или банально неинтересная. История не цепляющая какая-нибудь-то. Боевка и геймплей тоже не цепляют, потому что просто, ну, это, наверное, очень нудно. Блять, тыкать одну и ту же кнопку нахуй и что-то в этом роде. Какого-то типа скилл-зависимых факторов там особо возможно нет. И так далее. Ну, блядь, типа, ну, как-то так сказать, ну. Вы охуели, что ли? Вы начинаете просто доебаться каких-то мелочей. Ну, там липсинг, ну, типа, ну, губы двигаются. Да и похуй, блядь! Вам никто не говорил, что это будет ограненный алмаз какой-то, бриллиант какой-то, блядь, неимоверно. А, это князь, и он у всех на побегушках? Это князь. И он на побегушках. Ну, найс, логика. Квесты бы сделали хотя бы интересные. Понятно. Ой, бля. Это на самом деле удивляет. Вообще, вот сама вот эта вот тема квестов, которые типа неинтересны и там прочее, но это очень странно. Как бы. Ну, просто вдумать то, к примеру, как стары вот эти вот квесты из разряда
иди разъеби крыс в моем подвале, типа, знаешь. Ну, типа, игровая индустрия, вот просто РПГ, ну, довольно-таки давно существует, скажем, да. И чуть ли не в каждой РПГшке практически, ну, есть такие квесты. Чуть ли не в каждой, типа. И на основе этого игрового опыта, просто, ну, чисто вот опыта игровой индустрии самой, блять, можно же от этого как-то отталкиваться и делать какие-то более интересные, какие-то, ну, такие запоминающие квесты. Ну, хз. Не, надо поиграть, и там уже я точно скажу, в чем пиздец, скорее всего. Ну, там я тоже слышал такие моменты, что квесты все такие, однообразные, там прочее, и ты играешь за чмоню какого-то, а не князик, который, по сути, всем ходит и подсасывает. Типа. И, ну, это очень странно. Типа, если ты князь, то какого хуя логика, ну, как-то, ну, сразу как будто бы рушится у игры. Пиздец какой-то. Да, но в Скайриме квест с крысами закрутить смогли с историей интригующей. Ну, в Ведьмаке гармонично было. Ну, в Ведьмаке, по крайней мере, это ощущалось как... Не то, что, блядь, квесты тебе закинули, да? Ты, ну, по сути, ты по ролплею делаешь охоту на чудовищ. И как бы там сам квест строился таким образом, что вначале есть угроза, все боятся. Ты ищешь эту угрозу, идет, ну, расследование, находишь эту угрозу, оцениваешь опасность. И далее сражение, либо там что-то еще, и в конце как бы, ну, последствия твоих решений и так далее, и, соответственно, получение награды или там, ну, что-то такое, короче. Там прикольно сделано, да. Либо ты убиваешь чудовище, получаешь награду, и заказчики, жители, типа, ну, как бы, да, вот в твоем понимании, вздохнули с облегчением и могут жить спокойно. Или там другой какой-то исход. Ну, вполне себе, да, интересно это все, когда ты в роли ведьмака это все делаешь. Но когда ты князь, и ты такой, блядь, хуй знает, ради какого-то холопа бежишь ебашить волков, к примеру. Ну, блядь, это как-то сомнительно. Блин, как-то сомнительно. Пойди найди, кто пиздит деду со склада. Понимаю. Блять, ну ёб твою мать. Даже в вашем ведьма... Блин, вот если бы, да, понятие князь был бы, ну, вообще исторически связан с человеком, который решает проблемы, тупо решала, да, который, по сути, шериф чуть ли не своих земледелий, нахуй. Тогда бы я еще понял. Но, блядь, мы же помним, кто такие князи, мы же знаем, кто они на самом деле. Поэтому, блядь, ну почему-то тут хочется сказать, что разрабы немного, ну, затупаны какие-то, но как-то, ну, странно. Типа, почему князь у всех на побегушках? Типа, логика сразу рушится у игры, и поэтому ты к этой игре уже не относишься так серьезно. Как говорили они и сами же разработчики, типа, как историческая игра Древней Руси и там прочее. Нет, ты сразу такой, бля, клоунская игра, бля, где мы бегаем, нахуй, за князя терпилоида, нахуй, который терпит своих же подданных на своей же земле, что-то в этом роде, я не знаю. Но это играть надо, правда, это, походу, играть надо. Маке в этом вашем любимом, вам напомнить, что там было с липсинком, блядь? Бля, господи, что за... Я так и не понял сюжет игры, но он хотел с Мининым и Пожарским увидеться. Нахуя? А главное, зачем?
С князем бы интриги пошли всякие, я так тоже так не понял. Да? Надо смотреть. Помнить? Уж лучше бы его не было, нахуй, этого липсинка. Ну, блядь, что-то я вообще нахуй. Совсем какой-то ебьё. Я уже что-то совсем к нему всякое уважение, интерес проебал к этому человеку. Не, если раньше как-то его смотрел, там какие-то его видосики, ну, прохождения какие-нибудь, то тут я уж, блядь, ну, пиздец, ну, что-то это вообще плохо, нахуй. А кто это? Это один из популярных стримеров. Гитман его зовут. Узнал его из... Ну, он один из знакомых Мэдисона. А что, Dragon Dogma прошел уже? Да нет, я дропнул нахуй, потому что он пиздец скучный. Продажный стример, судя по всему. Ну да, он тут на продажничах сидит, скорее всего. Или, блядь, на неадекватчах. По-любому. Он такой человек, может быть, неадекватным. По полной. Во-во-во, давайте-ка Луцая Да, я решил ультануть и поговорить сразу. Давайте Луцая послушаем. Он адекватный чел. Вот Луцай адекватный чел. Он базированный. Давайте послушаем его. О двух самых актуальных играх в инфополе Да. прямо сейчас. И не обозреть их, нет. Понимаю, что это прозвучит как безумие, но я вижу в них обоих, да и в некоторых других играх последнего времени, общую проблему. И там в основе лежат здравые и интересные концепции. Одна игра с упором на максимальную интерактивность и продвинутую реакцию игрового мира на действия игрока. Другая про детальное, достоверное воспроизведение очень важного периода в истории нашей страны. За подобные темы разработчики в принципе редко. Там же баннер в углу был, у него реклама, вероятно. Ну да, да. Но он, видимо, помимо того, что отрабатывает время висения этого самого баннера, который у него прямо на стриме, он помимо этого еще и выполняет заказ Института развития интернета на стрим этой игры. Ну, как бы так, скорее всего. Ну, то есть он двух зайцем одним стримом убивает. Берутся, предпочитая фэнтези или фантастику с периодическими аллюзиями на действительность или исторические события. Обе концепции на бумаге звучат круто, а вот в реальности получилось так, что обе игры руинит одно и то же. Непонимание, как структурировать игровой процесс. Если правильно расположить те или иные игровые элементы, то даже банальная бродилка без кучи механик доставит удовольствие. И так получилось, что я ждал обе игры, и они меня разочаровали. Но начну я все-таки с Мне Догма вообще не понравилась. Пиздец, как не понравилась. Она такая душная, я ебал. Пизда. Не, поначалу было прикольно. Как бы. А потом поиграл второй стрим. Было тоже типа как окей. Еще и ребята задонатили 6000 рублей. Что еще сильнее подогрело интерес. Так как... Ну, короче, там случился босс-файт. И я вообще... в супер неравной схватке выстигал хай-левельного мудака, лича какого-то. Ну и, в общем, на этом как-то вот ребята впечатлились, задонатили. Но не суть. Короче, суть в том, что игра как будто бы сделана по каким-то беседковским, по тот-говардским заповедям, так сказать. Она пипец какая скучная, становится неинтересная потом. Ну, я не знаю, она пипец какая странная. Хотя, с другой стороны, конечно, прикольно, что ты можешь лазать на огромных монстров, бить их в ебало, прям туда-сюда, вот это. Но, блин, как-то она уж больно пуста, как будто бы и вот это вот то, что тебе приходится убивать 10-го циклопа буквально за 10 часов игры там и так далее, ну хуй знает, ну
Сначала не прикольненько, а потом не прикольненько. Но я начал подозревать, когда на втором стриме ты все бродил в тех же локах. Но это не игра для стримов, да. Он тоже скучный, да, пиздение, но когда играешь один медитативно. Не-не-не-не. Вот РДР второй РДР, он не то чтобы не для стрима. Тут даже я не об этом говорю, а именно лично для меня, типа. Я РДР второй вообще похуй прошел, даже когда его никто не смотрел. Я был настолько поглощен историей игры и вообще вот геймплейным процессом всего, что там происходит. Там какие-то челики что-то там со мной здороваются, что-то происходит все время в дороге. Дач со своими ебаными планами нахуй новыми уйти в Таити нахуй. И Артур Морган все время со своими вот этими сбалансированиями на добрычах, недобрычах и там прочее, вот это вот все 5-10. Все очень интересно, тебе прикольно. Ты хочешь узнать, что там будет дальше? Дойдут ли они до этого сраного Таити или нет, там, чем это все закончится и так далее. И все вот эти вот крутые сюжетные повороты, которые происходят по ходу игры и там так далее, это пиздец как интересно, так как, ну, случается критический момент сюжетным, ну, в игре, когда Артур Морган узнает о том, что он нихуя себе не здоров вообще никоим образом. И когда ты понимаешь, от чего это случилось и когда это случилось, ты от этого еще такой, ебать, блядь, это вот случилось из-за такого пустяка тогда, типа, всего лишь. Ну и охуеть, типа, как бы там, ну вообще прикольно все. И в конечном итоге, блин, игра чуть ли не одна из самых лучших на моей памяти. Да. Самая крутая практически игра, которую я играл вообще. В принципе. Она реально хороша. И для стрима окей. И сам, типа, играешь, заебись. Если кто-то спрашивает, типа, какую игру, типа, охуенно прикольную поиграть, было я на этом, в баре, в день выпуска по школе 21, в школе программирования, школа 21 по программированию, ну, от Сбербанка, короче, как он так называется. Ребят как-то спрашивали, я им так воодушевленно рассказывал про RDR 2, что они такие, ебать, да, я поиграю. Бля, надо поиграть. Прикольно, круто. В общем, да. Если кто-то что-то спросит меня про RDR 2, я только буду нахваливать, потому что это одна из таких безумных, хороших, прикольных игр. В общем, круто сделано. Вот что подкупает вот здесь, Dragon's Dogma, да, втором, к примеру, это то, какое начало игры вообще в принципе. Типа, ты некий правитель, там туда-сюда, на самом деле насрать, какая там кастомизация персонажа. Довольно-таки, сука, неплохая, я вам скажу. Я впервые вообще сделал такого персонажа, который максимально был на меня похож. Я такого практически нигде не встречал, ни в одной игре, чтобы я вот прям мог сделать самого себя в игре практически на 100% похожего. Но у меня получилось где-то на 90%, так скажем. И это цепляет на самом деле. Я такой типа, блин, ну так-то хочется вернуться, поиграть дальше. И там все-таки я где-то брожу, что-то надо делать там. Но по факту ты создаешь персонажа где-то час, и на втором часу ты только проходишь какое-то обучение, ты где-то вот, ну, то есть до 2 часа игры ты не поймешь, что игра скучная. И зарефандить его потом не получится, если ты его купил в Steam, к примеру. У меня он на PS5, а на ПК у меня не получается на клавомыши. Ну, даже на клавомыши вполне себе нормально играется, как бы то ни было. Ну, как бы то ни было. Возможно, даже на PS-ке он хорошо играется, скорее всего. Возможно, это чисто такая диванная игра, но вот я вот, сидя за компом в Dragon's Dogma, что-то вообще удовольствия не получал особого. Когда я вот обошел за всю эту игру
за все эти стримы по Dragon's Dogma где-то вот, получается, 6, возможно, данжей. Или 7. Они такие были. Вот самое уебищное, то, что они поставили самый интересный данж в начале, где есть Мантикора, или Химера ее звали, и Лич, который вылетает из сундука. И все, блин. А дальше таких моментов не будет. Дальше просто все пещеры усыпаны сраными гоблинами и ящерами. Но подобных прикольных каких-то боссов я уже не встречал вообще. То есть воображение ты себя рисуешь, как будто бы, блин, охереть, а может быть я в каком-нибудь данже встречу какого-нибудь Минотавра, там крутого какого-нибудь, или случайно наткнусь на, не знаю, логово циклопа и так далее. Но нет, все вот эти вот Минотавры, циклопы, огры бродят тупо по лесу, случайно сгенерируемые, которые, ну, скорее всего, они просто генерятся, появляются, где попало. Такое, не знаю. Игра сильно завязана на процедурной генерации, как будто в плане того, чтобы тебе вот закинуть каких-то мобцов. Я еще поначалу думал о том, что, знаешь, что? То, что расстановка всех мобов и монстров и там прочее, они фиксированы, то есть не процедурная генерация. Вот раз все поставили, ты их убил, они там больше никогда не появятся. Если бы игра придерживалась такой логики, это было бы охуенно. Я просто бы, знаешь, типа, как что к этому подходил. То, что у меня даже интерес бы появился чистить карту Dragon's Dogma. Просто разъебать всех монстров. И потом еще к этой логике, когда ты разъебываешь всех монстров и чистишь карту, добавить такую тему, то, что восставший, блин, типа, избавил наши земли от монстров и там всяких таких всех победил и там прочее, тогда было бы круто. Но тут такого нет. То есть игра как бы и, ну, про исследование мира, но при этом это исследование мира ощущается как что-то... Типа какой-то работы, какая-то типа такая, нудятина какая-то. Ну, лично для меня так. Как-то нудно это все. Но вот если бы еще помимо того, что вот все это, и еще как бы монстры навсегда умирали бы, и лут какой-то прикольный там выпадает, то это было бы классно. Ну да, мне Элтон тоже не понравился, пипец как. Ну, не знаю. Мне вот подобные игры прям вообще что-то не цепляют, не нравятся. Еще ощущается какая-то мощность в них. Вот это тоже прям не нравится. Догмы. И основная причина, по которой мне эта игра наскучила, одна. Хотя сначала я расскажу об огромном количестве фишек, которые делают ее уникальной, чтобы вы лучше поняли всю мою печаль. Только перед этим хочу помочь вам с решением одной... Ну, мне так же. Начало вроде интересно, смотрю второй стрим, ты тупо уже ходишь по той же логике. Ну да. Но тут скорее это моя проблема, чисто я так играю, как, ну, душно, как бы я играю. Я же люблю, блядь, заходить, смотреть в каждый уголок дерьма и там прочее. Но просто тут можно было бы предъявить игре только в том плане, что, ну, как бы... Что, наверное, то, что биом не меняется так стремительно. Хотя, с другой стороны, почему бы... Игра меня не подталкивала вперед по сюжету, так скажу. Мне хотелось исследовать. Игра как будто бы вот про исследование не была как бы создана для того, чтобы игрок при исследовании получал какое-то удовольствие. Ну... Мне так показалось. Неинтересная хуйня, короче. Да, она на самом деле парадоксально в этом плане. Поначалу тебе она кажется безумно интересной, но потом ты осознаешь, что это интересное на самом деле является
неинтересной хуетой, потому что много из этого по факту очень быстро как-то наскучивает, что ли. Не знаю. Но и задачи, которая порой вызывает такие вопросы, за ответами на которые приходится лазать по тематическим форумам, словно в поисках гайдов по Soulsborne или все той же Догме. Я про выбор клавиатуры. Пару лет назад я наконец пересел на механическую клавиатуру с мембранок и всяких ноутбучных и осознал, насколько мне на тактильном уровне стало приятнее работать. Захотелось чаще писать тексты, монтировать, ну потому что вот есть такое ощущение аналоговости под пальцами. Даже в играх иногда перехожу на нее с геймпада, правда никому об этом не говорите, ведь нужно подпитывать миф, что я криворукий консольщик. Ну и плюс механика это красиво, долговечно и ремонтопригодно. Проблема только в том, что выбрать себе подходящую. Как он к этому подошел? Как он это сделал? Как он это сделал, блядь? Блядь, как он это сделал? Вот сука. Для тех, кто не в курсе, что такое Dragon's Dogma, представьте себе, если бы Baldur's Gate была экшен-РПГ. Тут у нас упор на создание эффективной партии, наш герой может набрать отряд так называемых пешек, ну типа NPC-наемников из другого мира. Одна пешка с вами навсегда, так как вы создаете ее сразу после своего персонажа. Она прокачивается вместе с главным героем и постоянно приходит на подмогу. А остальных пешек вы нанимаете во время путешествия, каждая, как правило, соответствует одной из 4 специализаций и при этом обладает набором личных качеств. Эти нанятые пешки не прокачиваются, поэтому их постоянно нужно менять на более актуальных наемников. И вот таким вот отрядиком вы исследуете местный полуоткрытый мир, прям как в Baldur's Gate, выполняете нехитрые квесты, сражаетесь, очень много сражаетесь с мобами и сталкиваетесь по пути со всякими боссами, битвы с которыми, наверное, главная фишка игры. При этом сами сражения очень интерактивные, прямо как Baldur's Gate. У вас какое-то сумасшедшее количество возможностей, помимо кучи всяких приемов, есть камбухи взаимодействия со своей пешкой. Можно забираться на противников, чтобы наносить урон по слабым местам. Можно кидаться в противников всякими камнями и бочками, кидать самих противников, например, в пропасть. Часто враги уязвимы к тем или иным стихиям, например, всякие шерстяные или перьевые хорошо горят. Короче, битвы, они тут построены на свободе творчества и, что самое главное, непредсказуемы. Например, монстр может схватить вашу пешку и куда-нибудь с ней умчаться, беги ее вызволяй потом. Вы можете в мясорубке залезть на какого-нибудь грифона, а он возьмет и улетит с поля боя. Плюс тут нет ограничителей и арен, поэтому в пылу сражения вы можете случайно дальше продвинуться по карте, что втянет в бой еще больше противников и, соответственно, все становится еще непредсказуемее. Ваши пешки стараются живо реагировать на происходящее, в том числе всякими фразами, которые не так уж часто повторяются. Но что самое главное, они обучаются, глядя на вас. Чем больше вы совершаете конкретных действий, тем чаще пешки будут пытаться повторять их за вами. Например, бросаете противника, и пешка это тоже будет делать. Собираете какой-нибудь ресурс, пешка начнет собирать его автоматически вместо вас. Очень удобно, кстати. А что касается исследования мира, порой пешка замечает всякие секреты, лестницы, потайные ходы, места с ресурсами и оповещает вас об этом. Но есть еще одна фишка, не знаю, как этого я не знал, кстати. Этого я не знал. Но вообще, да, пешки действовали очень грамотно в тех или иных моментах. К этому, ну, точнее, к поведению напарников вообще нет никаких претензий. Они очень круто все делают. Назвать что-то вроде асимметричного онлайна в духе From Software, но по-другому. Пешки, созданные игроками, попадают в миры других игроков. Их можно нанять, поставить им лайки и так далее. Например, можно найти всякие прикольные видео, как игроки находят пешки инфлюенсеров и издеваются над ними. И самое интересное вот в чем. Если пешка и ее игрок-создатель нашли какие-то секреты у себя в игре, то если вы эту чужую пешку наймете, она скажет: «О, а это место я встречал в другом мире, пойдем покажу дорогу». То же касается и квестов. Если владелец пешки выполнил с ней какой-то квест, а вы только к нему приступаете, то пешка из мира другого игрока покажет путь, которым они дошли до этого квеста. Звучит ну просто охренительно. Это так же круто, как механика вторжений и призывов у From Software со всякими метками от игроков. Это так же круто, как постройки и указатели в Death Stranding со всякими лайками от других пользователей. И вообще механика пешек устроена так, чтобы у вас возникло эдакое чувство дружбы с ними. Например, пешку можно швырнуть в труднодоступное место, чтобы она собрала какой-то лут или
или скинула вам лестницу. Если нужно спуститься с высоты, можно швырнуть пешку вниз, оживить, если она в отключке, а потом самому сигануть с обрыва в ее объятия. Бредово звучит, но с точки зрения веселого геймдизайна офигенно. То есть понимаете, какой тут потенциал для исследования мира зарыт. И как вишенка на торте, следствием чего похоже и было отсутствие возможности начать новую игру на релизе, если вы создали перса, то спокойно можете поменять его специализацию или внешность в будущем, когда надоело играть тем или иным классом. Впоследствии классы вообще можно переключать на ходу, как персонажей в Геншине. Ну вот что все это портит лично для меня. Количество сражений тут как в какой-нибудь JRPG или Якузе, только еще хуже. Мобы Да, вот снизить количество, сука, сражений, тем самым повысить их значимость, было бы намного лучше решением, чем, ну, хуй знает, чем оно есть на самом деле. Ну, я реально заебывался от этих сражений. Особенно, когда я перешел с воина на вора, а вор, блядь, мельтешит как мразь просто. Блядь, аниме нахуй бежит, блядь, ниндзя нахуй, Наруто, блядь, типа это жестко, блин. Устаешь на это смотреть как-то. Я очень сильно задушился, когда я начал играть вором, но это не то чтобы проблема именно этого класса, но просто я сам типа заебался от этого. Ты, Дрю, знаешь, ну, стример, но лично нет. Ну, как ты, хз, ну, не знаю. Вот поменьше бы сражений реально, вот было бы хорошо, вот правда было бы хорошо. Было бы ценнее вот это вот все, типа ты такой, о, блин, да, охереть, нифига себе сражение, еще себе. А там чуть ли не, ну, каждую минуту новое сражение. Ну, ладно, 2 минуты, может быть. Мелочи много накидали, но там много интересных лутов, то есть лутаться интересно и там прочее и так далее, но там очень много заемных факторов, такие как то, что у тебя все время вечный перегруз, еда вечно гниет, мобов вокруг просто овер дохуя, и с ними биться очень заебно. Карта огромная. Карта, блядь, сука, какая же она здоровая, я ебал. Типа, просто такая огромная карта, и иногда расстояние между точками в одном квесте, то есть вот ты здесь находишься, а твое место назначения, ну, просто ебать далеко нахуй. Просто пизда как далеко. И прикол в чем? Транспорта нет, ты должен это делать пешком. А у чела, блядь, выносливость нахуй, он устает спринтовать. Еще один заебный фактор. Ну вот, блядь, не могли добавить какого-то, ну, не знаю, ну, транспорт, fast travel. В том же Kingdom Come Deliverance, блядь, ты мог перемотать время банально. Ну, точнее, fast travelнуться вот так вот, типа. Это было бы намного приятнее. Эта игра, ну, это бы вот настолько хорошо улучшило бы игру, что просто охереть можно было бы. Просто карта появилась бы, и иконка челика просто вот двигалась бы по карте, и там раскрытие вот это вот карты пошло бы. И в чем был бы интерес, например, да, в том, что у тебя потом осознание пришло бы, мотивация того, что вот по ходу этого пути, когда ты вот шел, ты мог там встретить какие-то, ну, не знаю, редкий лут, типа золотого жука и там прочее. Или можно было бы, знаешь, что сделать? Настроить fast travel таким образом, что обращать внимание во время пути на золотой жук там и заниматься собирательством. Вот всякое такое. То есть настроить персонажа так, чтобы он по ходу просто собирал все дерьмо. Если случается стычка во время пути, да, так уж и быть, конечно, там, как в Kingdom Come, просто сразу ебашево идет. Вот это было бы прикольно.
Просто карта, сука, здоровая, блин, ну реально, это невозможно, это просто здоровенная, я не могу. Я реально заебываюсь и устаю играть в такие игры, вот когда я вижу эту карту. Я также, например, охуел играть в Elden Ring, хоть там и есть транспорт, но даже с транспортом, блять, это просто невозможно. Я заебываюсь очень быстро. Ну просто, видимо, я не целевая аудитория этих игр. Старый, наверное. Вставлены через каждые 20 метров, и пока вы доберетесь на своем пути до какого-нибудь интересного тролля, вам придется десятками шинковать гоблинов, ящериц, сирен и разбойников. Ну, Сражение да. с ними даже при таком количестве механик быстро наскучит. То есть останется вариант либо пытаться пробежать мимо, но пешки могут против вашей воли сагрить врагов, либо каждый раз драться с ними. С большой вероятностью несколько тычек вы пропустите, а это снижает максимальный уровень вашего здоровья, так же как и каждая ваша Ну да. Получаешь урон какой-то определенный, там, не знаю, высокий, по-моему, какой-то, да? И тогда у тебя максимальное хп от твоего максимума снижается. То есть, например, у тебя максимум 900, после получения какого-то урона, если ты максимально выхилишься, то у тебя максимальное хп станет 800, к примеру. А те 900, они станут только тогда, когда ты пойдешь отдыхать в лагерь, блядь. Ну это пизда вообще. А мобы все со здоровьем, как у КамАЗа. Ну, не сказал бы. Тут уже смотря от того, каким персом ты играешь. Например, я с своим вором очень даже быстро их убивал. Махом. Просто зарезал их и так далее. Комбинируешь удары, типа, как-то, типа, обычный удар и потом особый удар альтернативный. И тогда происходит анимация особого вот этого вот удара. Закалывание врага, и тогда, типа, там, он умирает быстро довольно. Гибель тоже снижает максимальный уровень здоровья. Восстановить его можно, если разбить лагерь у костра. При этом система сохранения устроена таким образом, что даже если вы сохранились в каком-то месте, пойдете отхватить люлей и решите откатиться к точке сохранения. Ну да, еще вот эта вот ебаная система сохранений. То есть тут есть такая тема, как сохранение. Буквально ты выходишь в главное меню, точнее вот в меню игры во время паузы, где у тебя буквально все есть, там, типа, карта, задание, инвентарь и там прочее. И вниз пролистываешь и видишь систему, нажимаешь туда, и там есть сохранить игру и продолжить. Как бы игра сохранилась, но, блядь, вот ты сражаешься со сложным боссом, например, с Химерой, которая меня просто разъебывала жестко поначалу. Она что делает? Ну, как бы убивает тебя. Потом ты грузишься к этому сохранению. Все как бы окей. Загрузился ты на том же месте, где и было, но у тебя максимальное ХП уже не то, что было раньше. Оно остается таким, как будто бы ты вот только что люлей отхватил в этом сохранении и пиздец. Но я имею в виду, что оно не сохраняет статус твоего максимального ХП на том моменте, который ты, при котором ты сохранялся. Оно, вот, здоровье, оно вот неразрывно с тобой вот находится. Загрузился ты или нет, там похуй игре совершенно. Вот ты умер, максимальный ХП у тебя уменьшается. Еще умер, и на сохранение загружается, еще снижается. То есть ты тут не сможешь задрачивать одного босса, типа, дохуя раз. Тебе в любом случае придется в определенный момент по заебистому, блядь, уебищному типа данжу выбираться на поверхность, найти костер, блядь, отдохнуть сутки, блядь, и вернуться обратно в данж, нахуй, и опять траить этого босса. И ты также опять же там проебешь, возможно, и тебе придется снова повторить это дерьмо, вернуться обратно к костру, нахуй, похилиться, блядь, переночевать, и потом опять вернуться к этому боссу. Штрафы там ебанутые, да. И самое забавное то, что у тебя при таких условиях точно не будет уже никаких преимуществ. В плане, если ты вошел в этот данж и дошел до этого босса с какими-то бафами по типу ты
перед тем, как зайти в данж, вкусно поел хорошего мяса, которое дает отличные бафы статов, отличные бафы, то уже вот после таких вот нескольких траев, когда ты выйдешь из пещеры отдохнуть, то ты уже, ну, как бы, банально у тебя не будет такого мяса хорошего. Или в определенный момент у тебя вообще мясо кончится, и все, пиши пропало. Придется пипец как потеть. Ну, такое себе. Такое себе. Ранение, потрепанный порог ХП в норму не вернется. Придется разбивать лагерь или загрузить сохранение из таверны. Короче, это похоже на систему из Baldur's Gate или War Tales, где сражения изматывают ваш отряд и нужно восполнить силы. Проблема с догмой лишь одна. В упомянутых играх сражения дозированы. Да, их много, но между ними куча всего другого. Вы не делитесь с бандитами и гоблинами на каждом углу. Там задумка в том, что ваша вылазка за пределы безопасного места своего рода поход, к которому нужно. Я передумал ее за 6К на PS5 брать. Ну, правильно, правильно. И правильно сделаешь. Нужно подготовиться. И в Dragon's Dogma... Да и в Baldur's поиграй на PS5. Baldur's поиграй, зачиль, побалдей. Вот Baldur's, да, нормальная игра, хорошая. Вот Baldur's, да, заебись. Мы тоже постарались передать это ощущение похода. Только я поймал себя на мысли, что устраивать привал придется все чаще. И вместе с кучами мобов поход превращается в рутину. И на этом фоне стычки с врагами теряют свою значительность. Я очень удивился, когда обнаружил, что наиграл порядка 30 часов. Ну, типа, я не знаю. Некоторым людям нравится все-таки. Есть какой-то, ну, шарм у этой игры. Может, попробуешь, поиграешь, забалдеешь. Я тебе говорю, ну, просто это, типа, реально лично мое мнение. И личное мнение этого челика тоже. Типа, ну, просто, как бы, может быть, и тебе понравится. Игра-то такая, просто, ну, наверное, ну, хорошая местами, но заебных факторов у нее дохуя, типа. Но при этом мне мало что запомнилось, кроме стычек со здоровыми боссами, которые и есть самая сочная, самая продуманная часть игры. Чем я занимался, я не могу понять. Очевидно, что напрашивается... Не, ну енот пиздец эту игру прошел. Он платину набил уже на ней. Он платину набил в Dragon's Dogma за 30 часов. За 30 часов набил платину. В такой игре, блядь, как нахуй? Как он это, блядь, сделал, блядь? Это ж пиздец, это невозможно. Вы видели, блядь, карту нахуй этой? Как он это делает? Пиздец, блядь. Не понимаю. Вывод сделал. Сравнение с Monster Hunter, но там сражение с монстром — это цель, событие, к которому ты готовишься. Тут же, помимо сотни мобов, ты просто внезапно встречаешь чудище по пути, убиваешь, собираешь пару ресурсов и идешь дальше. И часто цели, ради которых вам придется переть через карту, смехотворны. Например, могут поручить принести какому-то солдату-снабженцу список товаров, после чего он попросит вас найти 3 картошки и сделать пару зелий. При этом путь к нему был так труден и эпичен, что делает всю миссию какой-то издевкой. Не, я понимаю, может быть, это такой своеобразный японский юмор, но это что-то в духе миссии по доставке пиццы из Death Stranding. По сути, все эти задачи лишь предлог, чтобы ты в очередной раз со всем отрядом подрался. Вот еще хочется, скорее всего, тут сказать, что это, скорее всего, такой способ растянуть геймплейное время. Реально, чтобы вот выполнить те или иные квесты, тебе, бля, придется 30 сражений пройти, нахуй, в тех или иных моментах. Это пизда. Это пизда. Да, в Балдуре я прям жестко погрузился. Если многие ругались на квесты и сюжет в перезапуске Зельд, слушайте, ну там на этом фоне вершина квест-дизайна. Понятно, что у разработчиков была цель добавить максимум симулятивности в ваше путешествие. Живые реакции соратников, на геймплей влияет даже комплекция персонажей, которую вы задаете на стадии... Да, ну то есть они, вот действительно, как вот говорит Луцай, как бы он обратил внимание на вот именно вот то, что конкретно меня как жестко заебывало. Это именно то, что сражения такие.
Может, еще им, блядь, стоило, возможно, карт поменьше сделать, или... Ну, или нет, скорее. Тут реально просто перебор с мобами. Перебор. Это просто, ну, очень сильно растягивает геймплейное время. Ты просто вынужден каждый раз сражаться, потому что... Ну, потому что жесткая суета начинается. Все начинают орать, как ебанутые нахуй. Потом еще, блядь, бегают все вокруг тебя, как конченые. И ни один моб тебя точно не упустит в том плане, что они все быстрее главного героя бегают. Особенно волки и так далее. И очень высока вероятность, что они просто убьют твоих пешек. А это иногда может очень плохо кончиться. Потому что ты в пути можешь встретить какого угодно монстра из разряда боссов, типа того же циклопа. Ну, циклоп легкий. Огра. Минотавра. Или Грифона, блин. Или дракона. Дракон, сука, это жестко. Дракон всех убивает. Редактор вне... 30 дней? Ну, я долго играл, да. Baldur's Gate долго играл. Много дней было. Ну, не прям 30, наверное. Или 30. Ну, короче, было много стримов по Балдуру, я помню. Внешности, чего я никогда в играх не встречал, если не учитывать 30 было? часть, конечно. Блять, 30 было? Жестко. Ваши припасы портятся, отряду нужно отдыхать. Если вы решите прокатиться на повозке, это местный фаст-тревел, то путешествие займет несколько дней. И не факт, что вы сразу попадете в нужное место, потому что придется останавливаться для всяких стычек. Да и вообще, время в игровом мире течет вперед. Некоторые квесты из-за этого можно не успеть выполнить. Кто-то вас не дождется. Ну прям Kingdom Come какой-то. Но всю эту структуру ломает здешнее количество стычек. Ну вот зачем их столько? Вся эта креативная и отшибленная японскость делает игру достаточно веселой, но этот а-ля JRPG элемент портит все погружение. Я прекрасно понимаю, что есть масса хардкорщиков, которые в восторге от игры и поплевывают на обывателей, мол, вы не выкупаете всю тонкость японского дизайна, но что-то мне подсказывает, не я один приуныл от такого подхода к структуре геймплея. Ведь с одной стороны, погружающие механики как будто бы созданы для такого эпического симулятора похода в фэнтезийном мире. Но Нет, чувство приключения было. Врать не буду. Чувство приключения было, но потом это приключение меня заебало, когда... Бля, я на этих гоблинов уже смотреть не мог, реально. Они меня так заебали. Блядь, боже мой, они просто... Каждые 10, 20, 15 метров нахуй стоят, блядь. Как я устал от этих гоблинов, боже мой. Потом начинаешь играть, и по темпу получается Far Cry. Игровой темп и симулятивность, на мой взгляд, не сочетаются. Причем в Far Cry, помимо ущелий с гоблинами, хотя бы встречаются какие-то аванпосты, можно стравливать разные группировки зверей и все такое. Да и стрелять как-то поприкольнее, поувлекательнее, чем, блядь, махать мечом. Я еще вот снова фэнтези возненавидел из-за Dragon's Dogma. Я так заебался махать мечом. Тут, конечно, тоже куча всяких механик и клевой магии, но пока до них дойдешь уже... Ебать, что нахуй? Так можно тут, было? Конечно, тоже куча всяких механик. Она, блядь, льдом построила мост? Блядь, ну игра такая, да? Типа крутая вся хуйня. Но, блядь... Какая же она, сука, заебистая с этими ебаными нахуй мобами. Это пиздец. Блядь, ну это пиздец, нахуй. Магии, но пока до них... То есть, ну, блядь, ну это пиздец. Уже задушишься об эти бесконечные толпы мобов. Да. Отмечу момент, с которого я сгорел. При всей симулятивности тут просто есть рука-лицо штуки. Вот если ты совершаешь преступление и тебя бросают в тюрьму, то ты оказываешься в камере с ключами от нее в камере. Вот для чего самодельные ключи от тюрьмы. Теперь я понял. Я как-то однажды купил, блядь, ключи от тюрьмы за 3000 голды, но я не знал, для чего и кого. Блять, а оно, кажется, вот так вот нахуй. В кармане. Или ключи лежат в кувшине в этой камере. При этом...
Бля. Ты просто открываешь ее и выходишь, а всем пофигу. И как только оказываешься на улице, все твои вещи материализуются в инвентаре. Да, это стелс-механика, тут даже есть стелс-миссии. Они еще и зачем-то сделали класс вора, но тут нельзя красться. Как они это допустили? В Обливине от Bethesda 2006 года это было, а тут спустя почти 20 лет с такими сложными технологиями индустрия не справляется. Собственно, как и сам тот. Ну лучше уж тогда просто телепортировали. Ну, бля, это, конечно, жестко. Бы к дверям на выход после отсиженного срока, как в Старфилде. Вот чем оставлять механику в таком виде. И заметьте, я даже нисколько не трогал проблемный релиз игры с оптимизацией, транзакциями, которые на самом деле не нужны. А уж про сам сюжет и крайне бледный сеттинг мне добавить нечего, поэтому нечего и обсуждать. И нет, ребят, такая реакция на догму — это не какая-то хейтерская аномалия, мол, казуалы обрушили рейтинг игре. Это ситуация, которая мне очень напоминает то же самое, что было со Старфилдом. И самое забавное, что у этих игр куда больше параллелей, чем кажется, особенно всякая мелкая рутина во время исследования мира. И беготни здесь не меньше, только в случае Старфилда создатели лохи, ведь даже в Mass Effect Andromeda был транспорт для исследования планет. А здесь Хидеаки Ицуна говорит, что лошадь не нужна, ведь мир очень насыщен событиями. Ну и как бы не соврал. Сука. Ой, бля. Лошадь не нужна, блядь. Я бы этого нахуй Ицуна, бля, в тайгу бросил, блядь. Чел, блядь. Тайга насыщена событиями, нахуй. Найди трассу, блядь. Вопрос только к качеству этих событий. А ведь я действительно ждал игру. Да ее ждали и фанаты первой части, получили, что хотели. Но когда проект продвигали, то казалось, что разработчики отожмут все лишнее из первой части и сосредоточатся на боях со здоровяками. Но нет. Короче, хватит кого-то обвинять в критике игры, а то получается, что одни игры критиковать можно, другие запрещено. Как-то немного лицемерненько получается. И при этом я мозгом-то понимаю, что в догме масса великолепных решений, которые делают ее для меня практически... Ну это пиздец. Конечно. Просто чел не хотел внедрять лошадь. Не хотел внедрять лошадь. Это, наверное, было бы дорого для него. Бля, вот мне прям кажется, что этот чел Ицуна, да? Хуй знает, в чем он видел сложность привязки к лошади в игру. Бля, ну вот, типа, давайте я просто сейчас сделаю кое-что. Вот, ну, короче, типа... Я понял, в чем проблема. Это же движок Re-Engine. Это же Resident Evil, по идее. Re-Engine. А суть-то проблема какая? То, что ни в одном... То есть в Re-Engine не было транспорта вообще ни разу. Для них уже было прорывом создание открытого мира с этим движком. Понимаете, в чем прикол? Видимо, создание транспорта в виде лошади — это такой заеб и пиздец в этом движке. Вы представьте, они такие: ебать! На нашем движке открытый мир, блядь. Пиздец. Представьте, насколько это плохо. Ну, типа... А добавление транспорта — это уже, наверное, вообще, типа, был бы разрыв пизды. Реально. Это просто пиздец, наверное. Водные. Ну... Как бы туше, но это же лодка. Ну, действительно, почему бы не добавили бы лодку сюда? Ну, с граблями, да? Ну... Ну, пиздец как-то, ну... Но вот лошадь, я думаю, было бы сложно им внедрить. Там физика вот этой вот лошади, там прочее. То есть там рагдол такой довольно-таки жесткий. То есть
Вот лошадь... Да, это как будто бы сложно было бы в этом движке. Там персонаж-то иногда так. Не то, что баговал, нет. Я багов ни разу не видел. Но просто он прям по рагдольному там падает туда-сюда. Идеальный, но душа Физика к ней такая не лежит. Я пытался, интересная. я не смог себя заставить, мне стало скучно. Честно говоря, Да, мне вообще тоже вообще пиздец скучно было, я уже заебался безумно. Я даже от отчаяния начал уже потом, типа, профессию персонажа менять же. Я же на вора поменял. Думал, блин, игра раскроется, вся хуйня. Возможно, ошибкой было именно взять вора. Если бы я взял лучника, возможно, иначе было бы. захотелось почему-то в Elden Ring поиграть. В любом случае, если вы все равно планируете приобрести игру и вас не пугают трудности с быстрым перемещением, просто откройте описание и сможете быстро переместиться по ссылке к боту, который продает игры на PlayStation за рубли. Там вам помогут прикупить Dragon's Dogma 2 или... Негодяй, блять. Студеная. Смута. Не буду отнекиваться, я хотел попробовать этот проект, во-первых, потому что, как и все, внимательно следил за происходящим вокруг игры, а во-вторых, мне безусловно интересен такой сеттинг, тем более про период отечественной истории. Я уже говорил, что не фанат фэнтези, не люблю драконов, гномов, троллей и вот это вот все. И это одна из многих причин, благодаря которой я кайфанул в Kingdom Come, ведь это около идеальная игровая эстетика для меня. К сожалению, Смута получилась примерно такой, какой я себе ее и представлял. Хорошим, что отметили многие. Визуально она выглядит круто. Вот на мой взгляд, субъективный, очень круто. Я не про техническую составляющую или графон, а именно нарисовано качественно. В ней неплохо расставлено освещение. Короче, художественно картинка мне больше всего напомнила подход юбиков в Unity, которая, как вы знаете, мне нравится. В свое время она поразила масштабом Парижа и количеством всяких мини-сценок с NPC, которые заняты чем-то на улицах города. Тут то же самое. Просто гулять и разглядывать, чем занимаются местные неинтерактивные болванчики, приятно. Это, в принципе, одна из лучших виртуальных декораций за последние годы, собственно, после Unity, ну и, допустим, Синдиката. Я просто такого в историческом сеттинге давно не видел и не ожидал. Это доказывает, что художников и 3D-шников для индустрии с бюджетом больше, чем в инди-сегменте, у нас натаскали хорошо. Но все вы, наверное, в курсе, как игра создавалась. Еще в декабре авторы рассказывали, что за полученное финансирование им нужно было сначала сдать визуальную часть проекта. Прямая цитата. Дело в том, что в отличие от визуального контента, моделей, персонажей и катсцен, которые мы уже завершили и отчитались по договору, баланс боевой системы, анимации, освещения мы планируем полировать до конца разработки. Сроки разработки очень короткие, лишнего времени особенно нет. Думаю, нет смысла уточнять, что вряд ли какая-либо успешная разработка начиналась. Ты видел, что там? Мути? Очень обрывками. Ну вот единственное, что... Это как этот главный герой, блядь, по дну воды нахуй бегает просто на гигачадыч. Да... Ну это пиздец. С визуала, если мы не берем в расчет концепции и прочие стилистические штуки на этапе препродакшн. Собственно, тот самый экскурсионный режим из демки, судя по всему, и был игрой Смута до недавнего времени. Почему это проблема? Ну потому что интересные квесты, боевая система, прогрессия и прочее должны быть основой для создания уровня, окружения, а не наоборот. Бывают редкие исключения, вроде RDR или GTA, где Rockstar сделали упор именно на картинку и постановку, но вы же знаете, что я редко хвалю их на этом канале. И уж тем более Смуту я за это похвалить не могу. Братишкина? Беги, поговори, снова беги, поговори, потом подерись и снова поговори. Диалогов много, но какой-то диалоговой системы, чтобы хоть как-то разбавить рутину и вовлечь игрока, тут нет. Каких-то механик, кроме боевки, тоже особо нет. А сама боевка, которая составляет всю основную интерактивность, она, скажем так, не безнадежная. Уворот, пинок, блок, которые имеют свою шкалу восполнения и управляются по направлению стика, это прикольно и не позволяет ими спамить. Тут есть некие упрощенные комбо на обычном или сильном ударе, по крайней мере ощущаются, будто бы это комбо. Даже фиксирование на цель есть, чего, кстати, нет в Догме. Правда, ощущается все это неотзывчиво и кисельно, будто бы они пытались сделать своего рода бои-дуэли, где надо учитывать ритм и не разбрасываться лишними движениями. Да, прямо как в Ghost of Tsushima, которые они вдохновлялись. Но беда в том, что под эту основу сражения плохо задизайнены. Боевка для дуэлей, а драться нужно, как правило, с 3
3-4 противниками. Среди них обязательно какой-нибудь стрелок. И так как в игре криво расставлены скрипты, бывает такое, что ты отхватываешь сразу после окончания катсцены, не успев кнопку нажать. Это неприемлемо. Плюс, учитывая кисельное управление и тот факт, что толпа врагов легко парализует героя своими тычками и не даст ему разогнуться, удовольствия от таких сражений мало. Это какая-то неуклюжая попытка совместить боевку экшен-РПГ от третьего лица и систему направления на стрелочках, как в Готике, ну или направление меча из Kingdom Come. Разница только в том, что Готика и Kingdom Come задизайнены так, чтобы ты смог решить всякие ситуации нестандартно. Путь меча там не главное. А Смута просто жестко заскриптованное линейное приключение в больших декорациях, с кучей диалога, от которых ты не можешь отказаться. И главный вопрос у меня к таким декорациям в любой игре — это наполнение. Вот в той же Unity был так себе дизайн заданий, и не сказать, что количество активностей соответствовало масштабу окружения. Но там были парижские истории, второстепенные встречи с культовыми личностями и мини-расследования легендарных преступлений времен Французской революции. Такие активности требовали минимального геймплея, чисто задание на сходи поговори, включи орлиное зрение, может быть. Но они рассказывали мини-истории, наделяя все это подробное окружение какими-то смыслами. И как по мне, подобные простенькие задания очевидно напрашиваются в Смуту, учитывая, что для авторов явно важнее был декоративный исторический аспект, а не геймплей. Но, к сожалению, из интерактивности здесь можно разве что запустить сценку танца или попить водицы из колодца, чтобы подлечиться. Да, после боев здоровье не восполняется автоматически, надо найти на карте колодец или чарку. Честно говоря, непонятно, зачем это решение нужно, если игра линейная, без покупок расходников и прокачки через опыт. Ту же Догму возьмем, вроде огромный РПГ, но в принципе кишечная... Ебать. В игре нет торговли, покупки, лутания и там прочего? Серьезно? Охуеть. Эта игра чисто реально настолько... Ну, типа, это прям линейная игра? А смысл? А смысл играть? Ну, типа... Подожди. А как так? Не, подожди. Сайд-квесты же есть? Наверное. Или чё вообще? Ты не... Есть сайды? А нахуя они нужны, если вообще, типа, ну... Ну... Или, может быть, награды в этих сайтах-то какие они? Там, типа, тупо оружие дают какое-то новое, возможно. Или, может, броню. Ну, если не деньги. Деньги тут, типа, не важны же, насколько я понимаю. Нихуя не дают. Разнообразного мира хватает. Ой, ладно, я чуть дальше поиграл и... Я больше не могу. Я, как правило, стараюсь найти хорошее, но Смута становится все хуже. Этот геймплей, его не спасти, так как вся боевка не просто студень, а рваная. Анимации куда-то там перескакивают, стелс. Ну вот вы, наверное, видите все сами на экране. Это стыд. Короче, какой-то уровень корсаров на суше. И как же бесит, что персонаж нифига не умеет помимо драк. Разве что камни бросать в стелсе, которые разбиваются о воздух. Ну хотя бы из лука его научили стрелять, потому что вот эта его пукалка по большему счету бесполезная. Я сам не верю, что говорю. Ну добавьте хотя бы какие-то коллектаблсы, иначе бродить здесь ну просто невозможно себя заставлять от скуки. Еще я не понимаю, если это нарративно ориентированная игра, как можно было сделать настолько постное повествование про такой интересный период истории? Они еще и патч выкатили, который, считай, заново перекачивает всю игру, и в этом патчноуте заявлено, что они исправили какие-то баги с 2D катсценами. Вы чего? Баги с 2D катсценами. О, это важно. Это важно. Об этом ныла вся Русь. Вся Русь плакала из-за 2D сцен. Да. Вот там вообще, это не патч первого дня, какая-то насмешка над людьми, которые купили вашу игру, и она у них ужасно работает. Ну вот что не новость? Ебал я в рот, реально, вот типа, я это давно уже говорю.
Сука, не покупайте игру на релизе, никогда не делайте этого. Серьезно, просто ни одну игру не покупайте на релизе. В особенности, если это ААА проект, блядь, типа нахуй. Типа высокобюджетная игра. Блядь, окститесь нахуй, не покупайте, блин. На релизе никогда вообще. Дождитесь немного, там месяц хотя бы. Вам станет ясно, что, сука, это за игра потом. Я сделал предзаказ Сталкера 2, я его ждал. Ну, блядь, пиздец, конечно, пиздец. Я уж... Нет, я, по-моему, ни одну игру не предзаказывал. Хотя... Я однажды, по-моему, предзаказывал только лишь Киберпанка, и все. Киберпанка я предзаказывал, и все. Стыд испытываю. Дешево предзаказал. За 1800. Ну, он будет, да, ну, он будет дороже стоить, это точно. Хотя стыдно должно быть не мне. А еще объясните мне, почему лошадь скидывает персонажа ночью. Я думал, может быть, она боится темноты, зажигал факел, но это не работает, она все равно скидывает, это абсурд. Ладно, вернемся к тому, как... Чего, блядь, лошадь скидывает ночью? Какой игра могла бы быть, если бы была нормальной? При таких исходных данных сюда бы подошла структура в духе Plague Tale, в меру обширной локации, где ты постоянно продвигаешься вперед. Периодически нужно как-то там посражаться. Блин. А это хорошая идея, на самом деле, Plague Tale поиграть. В DLC Киберпанка сколько процентов основного сюжета примерно? Ну, первую и вторую поиграть. Plague Tale, да. Ну да, она такие, довольно-таки, ну такая прям хорошая. Такая прям здоровская. Liberty хороший. Liberty хороший. Там прям такой, ну, хороший кусок район открываются у тебя. А у меня первую Sony украли с плойки. Первую Plague Tale украли с Sony. Вот они, конечно. Сейчас скажу, кто они. Ну ты понял. Педро. Постелсить и покрафтить. При этом все-таки в основе Plague Tale была геймплейная система с крысой. Испанцы. Они, ну, их стоило бы назвать как Педро. Ну, типа, подходящее имя для них. Педро. Типа, Педро. Которая вшита в саму основу игры, в том числе продавала ее. Возьмем пример еще примитивнее. Hellblade. Геймплейная игра скучища полная, но идея с голосами в голове и экспрессивной игрой актрисы все-таки цепляла людей. К чему я веду? Даже в абсолютно линейных проектах с упором на постановку есть какая-то выразительная фишка, которая презентует игру помимо визуала. Эстетическая концепция смуты с упором на реальную историю — это, конечно, круто, но этого недостаточно, если игра направлена на рядового игрока, который скорее выберет посмотреть какой-нибудь исторический фильм или сериал, а не бегать между одним и другим NPC, получая кусочек информации то там, то здесь в диалогах, которые многим наскучит читать, я более чем уверен. Причем я вижу, насколько даже эта структура сломана. Иногда какие-то сцены возникают из ниоткуда, происходят резкие переходы типа сражения ночью, а кат-сцена запускается после, уже днем. Лол. Оружие на пол. Он такой, блядь, ёбнул их ночью, нахуй, и вдруг катсцена переключается на дневной, блин. Типа он так стоял всю ночь с оружием. Какие-то швы торчат, которыми будто бы пытались наспех замаскировать неудавшийся open world от третьего лица. В общем, у меня самое ближайшее сравнение напрашивается с какой-нибудь
первой мафии. Только там все же были задания поинтереснее, хоть и игралось все как-то кривовато. Только сделать... Охуеть, она настолько линейная, что ее можно сравнить с первой мафией. Вдумайтесь в это, блядь. Ну, бля, ну хуй знает. На демо-версию заменили, пиздец. Им скидочку, что мафии как бы 25 лет почти. Вот в чем был прикол Kingdom Come, про которую я рассказывал, которую я постоянно так хвалю. В игре есть все те же механики, что и в любом другом РПГ в открытом мире, но они переплетены с историческим контекстом, они настроены так, чтобы ты прочувствовал, как поднимаешься из грязи в князи, как тебе искренне хочется наказать сволочей, которые поломали жизнь бедному средневековому пацану и его соотечественникам. Ты проживал на своей шкуре историю вокруг, становился ее частью. Все это закладывалось в Авры с его единомышленниками еще до визуального воплощения игры. Хочется, чтобы и у создателей Смуты произошло такое же развитие, как когда-то у Вавры с мафией до Kingdom Come. И вот о чем еще я задумался. С какими играми ассоциируют... Погоди. Создатели первой мафии это те же ребята, что и делали Kingdom Come? Наши просторы. Если заглянуть в тот же российский геймдев нулевых, то там будут проклятые земли, космические рейнджеры, аллоды всякие, стратегии, симуляторы. Да даже нынешний фри-ту-плей, он про всякое построение интересной боевой машины и медитативные сражения. Но ребята из Siberia Nova для игры самой что ни на есть родной атмосферы и решили выбрать самую скучную формулу типичной западной AAA игры. При этом заявлялось, что над проектом трудятся люди, которые уже 20 с лишним лет в индустрии. Так где же преемственность, которую они же застали? Зачем подражать тому геймдеву, который не то чтобы получал среди российского игрока отклик? Да, у нас есть консольщики, но их очевидно меньше, чем ПК игроков с ПК играми. Ну любят у нас изометрические РПГ. Вон Baldur's Gate чуть ли не на втором месте по продажам именно у нас, хотя его вроде бы даже купить нельзя. Все с детства шпилят в готику. У нас походу куда теплее приняли тот же Kingdom Come. И когда говорят, что с чего-то нужно начинать, так уже начали несколько лет назад. И уже делают, и в этих играх угадывается наше наследие. Партизаны 1941, Мор, Black Book, Sir Brante, High Fleet, Loop Hero, Pathfinder. Это я еще не упоминаю россыпь проектов поменьше и кое-что покрупнее. Короче, невооруженным взглядом видно, какие направления интересны отечественному игроку, и он их поддержит. Ну как-то исторически так сложилось, что нам нравятся такие игры. Короче, как по мне, раз уж хотелось ходьбу и разговоры во все поля, чтобы дорого-богато, пускай. Но вместо вот этих куцых боев, чтобы не мучиться, делали бы какой-нибудь переход от третьего лица к изометрии и пошаговую тактику. Понятно, что все это просто вилами по воде, переливание из пустого в порожнее. Что сделано, то сделано. Наверное, это проект для тех, кто в игры не играет и покупает пару непритязательных AAA в год. Будь я школьником на уроке истории, мне бы понравилось, если бы про какие-то исторические места рассказывали на примере прогулки среди вот таких декораций. И не удивлюсь, если в каком-то таком формате образовательного продукта игра реально попадет в школьную программу. Если помните, были когда-то такие диски с мини-играми на тему истории. И тут что-то подобное, только без мини-игр. Ну, меня это и волнует, что она реально может попасть. Сука. Блять, я охуею, если я услышу: папа, нам сказали купить игру. Я такой, блядь, в смысле нахуй? Какую? Смуту. Я просто ёбнусь на месте. Я просто охуею, реально. Папа, надо предоставить чек от покупки. Ёбаный в рот, я ёбнусь просто. Просто ёбнусь, да. После вот этих двух игр, выпавших на март,
А если люди не пользуются ВК Play, это принуждение, получается, должны, значит, давать бесплатную копию. Там же в школах что-то разрешали делать отсылки, приводить примеры игр, фильмы, другой контент. У меня, например, нет ВК. Ну... Не, ну бред какой-то, не должно такого быть. Ну, то есть, если ты вот, ну, представим, что вот, ну, мы учимся в школе, да, и нам по истории такие говорят, хуй знает, ну, типа, пройдите игру смута и сделайте по этой игре сочинение, так сказать. Почему, блядь, нахуй главный герой пошел искать кого там нахуй? Пожарного и этого второго какого-то чела, короче. Ну, типа, какие там исторические параллели и там прочее в этой игре, ну, типа, заложено, и что хотел сделать, ну, сказать автор там, например, что там прочее. Типа, ну, поняли, да? Да. Ну, я такой, блядь, но у меня нет этой игры. Как бы, что тогда? Они такие, блядь, ну, купи нахуй. Будьте уверены, потом эта игра станет, знаете, самой скачиваемой игрой в торрентах, нахуй, просто. В торрентах, блядь. Получается, случится такая штука, что смута научит, блядь, целое поколение, нахуй, детей пиратству. Причем это будет, блядь, ебать как оправдано. Потому что, ну, блядь, ебал я в рот отдавать 2000 рублей, ну, за такую игру, типа. Ну, как? Не, ну, стоит, конечно, сначала сейчас поиграть в нее и так далее, и потом уже решить. И еще нескольких проектов за последние... Когда мне просили писать похожие сочинения, как всегда писал, что произведение дерьмо и сдавал тетрадь. Ну, ты, конечно. Иванов-то смуту прошел? Нет, значит 2. Но у меня комп не те. Вот именно. Комп может просто буквально не потянуть, блядь, типа, они, ну, такого не может быть, такого не должно случиться ни в коем разе. Представьте, это же пиздец какой-то. Школа же такая, ну, такое место, где, блядь, могут буквально, типа, ну, хуй знает. Еще при этом сама учительница, наверное, такая скажет, типа, почему это ты смуту не купил, блядь, там не поиграл, нахуй. Пацан такой скажет, не, ну, вообще, я, типа, купил, запустил на компе своем, но она, блядь, вылетела. Я не мог поиграть в смуту, потому что это не оптимизированный кал дерьма, который, ну, на моем компе не запускается. А вы мне денег-то дадите, чтобы я мог поиграть в эту, блядь, игру, типа? Вряд ли. Плюс донос за измену уровня. Такое место, где могут и нахуй послать. Почему твои родители не могут купить тебе компьютеры смут? Да пиздец. Но с другой же стороны, типа, получается, тут, ну, можно разыграть такую тему, как, типа, папа, купи мне новую видеокарту для учебы, на. Вот это да. Уже получается актуально. Но это мы, конечно, так просто пердим воздух. Типа, пердим воздух, на самом деле. Блять, эта же игра не войдет в образовательную программу. Нет, она не должна зайти. Это плохо. Но чует мое сердце, это очень вероятно, потому что это, скорее всего, окупит
игру хотя бы в том плане, что Министерство образования выкупит, как, наверное, ну, права или там игру, я хуй знает, что не сделают. Ну, чтобы она вошла, типа, в образовательную программу. Ну, я не знаю, типа, как будто бы что-то такое может произойти, типа, очередной распил может случиться внезапно. Это пиздец, как вероятно. Ну, ой, чую, это случится, пиздец, это случится. Охуеть, это может случиться. Блять, как это плохо. Я надеюсь, это не случится. У меня просто, чтобы вы понимали, нахуй, типа, я отец 3 детей, блин. Старший у меня вот в этом году пойдет в школу, первый класс и там прочее. Если начнется такая поебень, ну это пиздец какой-то реально. Типа, ну ебало мое, представьте, когда я услышу, что мне нужно будет купить смуту. По сути, по принуждению практически. И теперь представьте ебало чела, у которого не комп, а ноутбук нахуй. Имаджинировали его и лицо просто. Последние 2 года ощущение, будто бы разработчики все чаще смотрят замыленным глазом и не врубаются, а как их игра ощущается в целом. У нас 1000 планет, а у нас достоверность, а у нас можно ползать по грифону и швырять напарников. И если сконцентрировать внимание только на этих... Как в Америке ноуты раздадут. Это смута. Краска, это смута. Мне кажется, это не ведут в школьную программу. Ну, я надеюсь, что не ведут, но... Сука, вот чувствую, как будто могут, нахуй. Пипец, как чувствую. В этих аспектах, то все хорошо, но я предпочитаю воспринимать произведение в целом. И когда пытаются двигаться от частного к целому, а не наоборот, то значительная часть аудитории это заметит. Нишевый проект или нет, неважно. Тем более, когда все о нем трубят. Тогда не трубят. В Думе признали, что провал. Не, ну если даже вот эти вот челики признают, что кал, ну тогда уж... Ну, слава богу. Call of Duty вводить. Не, ну это, конечно, жестко. Не, вот вообще идея с тем, что вот было, да, как вот Токарь напомнил, то, что в школьной программе теперь можно делать отсылки к играм по тем или иным сочинениям. Как там было-то вообще? Какое-то произведение и так далее. Это прикольно. Это хорошо. Это хорошо. Но то, что вот на... Ну, какая-то определенная... На ЕГЭ про аниме. Не ты напомнил? Это я говорил. А, вот Краска писал. Вот. Ну, вот это да. Это хорошо, то, что вот это вот происходит. Когда тебе говорят конкретно какую-то игру, типа, блядь, бери и изучай. Не потому, что она хорошая, а потому, что она, блядь, государственная, блядь. Вот это пиздец как плохо, нахуй. Не-не-не, блядь, не согласен, блядь. И не получите критики. Честно говоря, я как-то устал от игр в последнее время, особенно от новых. Возможно, я просто не понимаю современную индустрию, хардкорщиков, казуалов, да и вообще, мне тут мысль пришла, что я, походу, не геймер по духу. Я пытаюсь понять игровое сообщество, но на примере последних проектов, на примере игр из сегодняшнего видео чувствую, что оно слишком регулярно раскалывается на 2 озлобленные группы фанбоев и хейтеров. Ни те, ни другие мне не близки, и на этом фоне я чувствую, как становлюсь более душным, скучным, злобным. Рассказываю не о созидании, а о каком-то негативе. А ведь для меня... Эй, блядь, чё этот Луцет-то себя так загоняет, нахуй? Просто адекватное восприятие на действительно плохие, скучные игры нового поколения нынешнего, блядь. Это пиздец, конечно.
Вот, да, действительно, вот как будто бы они не хотят, ну, точнее, они как будто бы вот странно как-то сейчас игры делаются нынешние из разряда они делают какую-то вот эту тему из разряда, как бы сказать, не аналитику, а скорее изучение рынка, изучение покупателей, да, и все как будто, ну, что-то такое, вот какие-то сухие цифры, там прочие, какие-то тренды смотрят и так далее, но на саму игру, вот свою конкретно, да, как будто со стороны рядового игрока не смотрят, типа. Вот просто как бы, ну, что-то такое, да, типа. Вот они настолько торопятся выпустить свою игру, что даже вот не могут, блядь, дать неделю поиграть какому-нибудь челику. Да, ну, типа, ну, хотя бы, ну, десятки там людей и так далее, там. Приходите, играйте, пожалуйста, типа, не знаю. Маркетинг правит, а не геймдев. Ну, вот это вот хуёво. Это хуёво. Я считаю, что с маркетингом как-то надо вот, ну, бороться. Оно какое-то уж больно охуевшее, ну, в геймдеве. Оно уж больно слишком какое-то ебанутое, мне кажется, стало в последнее время. У меня игры — это просто одно из медиа, и я хочу об этом себе лишний раз напомнить. Поэтому на ближайшие ролики я, пожалуй, подзавяжу с мнением об актуальных проектах, поделаю видосы про музыку, фильмы, ну и, наверное, поработаю над живыми форматами с гостями или обзором каких-то общих игровых явлений. Просто буду расходовать на это меньше душевных сил. Но, если вы захотите все-таки узнать мое мнение об актуальных новинках, то кое-что из них я стримлю чуть ли не в день выхода, поэтому если вы не хотите пропустить такие трансляции, то просто подпишитесь на мою телегу. Там всякие анонсы, общение с аудиторией, быстрые посты и голосовухи. А еще дополнительный образовательный контент про создание видео выходит у меня на Бусти. Спасибо за просмотр и пока. Хорошая игра, не зря наши работяги потрудились, сам недавно купил и всем советую. Хорошая игра, не зря наши работяги потрудились, сам недавно купил и всем советую. Хорошая игра, не зря наши работяги потрудились, сам недавно купил и всем советую. Не зря наши работяги потрудились, сам недавно купил и поиграл, всем советую. Это какой-то мем, да, прям по этой игре. Продажный стрим. Да. Да. Пиздец. Так, давайте-ка я это сохраню, пожалуй. Да, спать. Завтра со свежей головой нормально сделаю работу. Постараюсь утром прямо с ним разобраться. Короче, завтра какой план? А, у меня же, кстати, жена выходит на работу. Ну, она... Короче, ну, потихоньку так. С одной стороны, не хочет там работать, как будто, потому что скучно до охуения, говорит там. Я, короче, глянул, как они работают, ну, на этой позиции, как администраторы. Пиздец, говорит. Охуеть, как скучно. Ну, то есть, в том плане, что было бы еще окей, если бы там какой-то, ну, прикол был бы в плане коллектива, чтобы, ну, типа, общение было бы какое-то там и так далее. Ну, то есть, чтобы какие-то, ну, новые подруги появились, там, прочее и так далее.
Но там типа все воспитатели, которые вот сидят, обучают английскому языку, они все просто, ну, запирают себя в кабинетах, где обучают, и все. И получается, ты сидишь один вот на ресепшене, ну вот, администратор. И пиздец. Скучный пиздец, говорит. Короче, такое себе, такое. Поэтому я и сказал, ну блин, тогда попробуй то другое место. Ну, ее позвали уже типа на два. Ну, короче, два предложения было. Вот одно это вот место. И второе, короче, это платная клиника, вот там. Типа посидеть администратором. Ну вот там, скорее всего, да, общение будет с коллегами вполне себе. Вот там я чувствую, что-то такое вот нормальное будет. Да уж, ну в телефончике ты можешь посидеть. Ну просто, я понимаю, как бы, ну ты прикинь, как бы, ну, она вот примерно около 10, 8, 10, 9, наверное, лет. Ну как бы на работу. Да, 10 лет получается. 10 лет на работу как бы не ходила ни разу и так далее. Единственный человек, с которым каждый день общаешься, там прочее, это типа я, блин. Ну, бля, вы ебанетесь, наверное, если вы со мной 10 лет будете общаться чисто со мной, прикиньте. А мне жена вот тут как бы, блин, человек такой, нахуй, сильный. Могет, нахуй. Так. 20 лет. Я думал, на удаленке приду в офис с весельем, а пришел полгода, блядь, среди коллег нудно. Еще лет 5, наверное, ёбнусь, да. Опять забуду, что забанил. Это пиздец, конечно. Не, ну я под конец там уже, конечно, вообще такой был. Да. Да. Но сейчас я уже вообще не бухаю. Аниме норм был. Да, можно было бы продолжить смотреть его. Блин, открой, кстати, секрет, где-то вот на вот по Fear and Hunger термина, по страху и голоду, где-то 70% стримов по этой игре, или ну, 70, наверное, я бухой был. Ну, я то есть с суперклассом сидел. Да. Да-да, не удивляйтесь. Наверное, поэтому она мне так легко далась. Где-то 70% стримов. По GTA, если всю серию брать, то, наверное, где-то... Блин. Ну, 40%, наверное, был. Ференхангер, напомни, что за игра? Это. Буквально 70 или 80%, чтобы были по этой игре, я бухой был. Ну да. Могучий, умею. Вот так вот. Вот так вот. Ну, в общем, если говорить об игровом... Привет, Харчевск. Dishonored Ass. Что ты имеешь в виду? Чё?
А, Dishonored пройди. Но можно было бы на full ебанутите пройти. Full ебанутите режиме пройти. Это я каждый раз этот Dishonored по душному проходил, по стелсу, там, туда-сюда. Ну ладно, хотя бы вот если играешь по стелсу, но убиваешь, вот это вот было прикольно. Да. А я не убивал, типа, всегда старался пройти на хорошую концовку. И ни разу не проходил вторую часть Dishonored, к примеру. Но это потом. Типа, я Dishonored уже много раз проходил, кстати говоря. 2 раза точно я проходил. Вообще. Ну а так, надо сейчас с 4-м GTA разобраться до конца уж. Давайте марафон закрывать. И после 4-ки на 5-ку перейдем и закроем всю серию GTA. Я думаю, надо это делать. А после этого со спокойной душой. Я со спокойной душой, блин, скорее всего возьмусь за Лару. Ёпта, блин, я так хочу Лару. Поиграть. Да. А там на днях я в обеих частях все ачивки выбил. Теперь докуплю дополнение второй части и также планирую. О, нормально. Поздравляю. Прикольно. Вторая часть Dishonored вообще имба. Мне понравилась больше первая часть и графикой, и геймплеем, и сюжетом. А там вот эта система чумы, она все еще осталась, да? Типа, чем больше народу убиваешь, тем хуже будет концовка. Блять. Сука, я же вторую не проходил. А мне интересно посмотреть на хорошую концовку. Блин, придется душно играть. Ну, хотя, с другой стороны, это хорошо, наверное, потому что придется придумывать всякое, изъебываться. Ну, окей. It's okay. Ладненько, товарищи. Прощаться будем. Бывайте. Увидимся завтра. Dragon's Dogma. Ну все, я думаю, наконец-то можно поиграть. Увидимся завтра. Ну, посмотрим, во сколько. Возможно, заведу пораньше. Вера — наивысшая ступень проявления воли человека Онарда. Окей. Танцуют. Может быть, какой-то короткий этот сделать. Погодите, это что, якутская игра? Свершилось. Законный правитель снова с вами. С нами. И сегодня мы это празднуем. Игра престолов прям, да. Нет, чё, Джон Сноу? Или Джимми Баратеон? Ваше Величество, сколь долго я ждал этого мига. Смотрите, разные челики какие-то. Это, надеюсь, единственное движение рукой. Дальше он никуда руку не двинет. Там, типа, на небо, еще куда. О, привет, Леха. Привет, Кобра. Это Dragon's Dogma 2.
Давайте, ролплей. Пред вами восседает человек, законно наследовавший трон дракона, герой, которого сам дракон избрал своим врагом. Внемлите его радость, ибо судьба даровала нам спасение. Я, знаете, что представил? То, что... Вот... Прикиньте, вся вот эта хуйня была бы, ну, обычно, типа, всегда. Вот просто... Всегда вот была бы вот топ-донатеры, там, крупнейший донат. Всегда 24/7 были бы перед лицом. Блин, такие же стримеры есть. Стримы. Хотя там в основном упор на общение, по идее, у них. Хотя сегодня общение тоже было довольно-таки годное, на самом деле. Я думаю, надо будет сюда поставить вот это. Наконец стрима поставлю лучше это. Всем пофиг, думаешь? Наверное. Блин, знаешь, такая хорошая идея у меня появилась. Сделать вот такой вот экран, такую сцену для паузы стрима. Я отойду куда-нибудь надолго, там, например, посрать или еще куда. И люди будут думать, что ёпта, нихера себе. Мелкий стримит. Не, ну он на самом деле как будто прифигел от вида этого чувака с бензопилой. Все, вышли. Не работает Fortnite, понимаешь? Не работает, серверы отключены. Я папа ничего не может сделать с этим. Это у них там вообще отключено. Понимаешь? Их же далеко живут. Он тогда расстроился, что в Fortnite поиграть не может, поэтому разные игры играл. Кстати, ему вот эта игра прям понравилась.